Привет, YouTube! Давненько не виделись, а это значит, что пришло время очередного урока по тестированию веб-ориентированных приложений. Очень много было запросов, связанных с тем, расскажи-ка, Артем, пожалуйста, о том, как тестировать API, как тестировать веб-сервисы, о REST, о SOAP. Поэтому сегодня мы начинаем эту тему, и я решил, что эффективнее будет разделить ее на две части. Сегодня я дам вам теоретический базис, расскажу о том, какие существуют протоколы, какие есть архитектурные стили, с помощью чего веб-сервисы общаются друг с дружкой. В общем, сегодня мы об этом с вами поговорим, а уже на следующем занятии мы с вами начнем практиковаться в тестировании API, отправлять запросы. Я расскажу вам про такие инструменты, как SOAP UI, про Postman. Также покажу сервисы, на которых можно попрактиковаться. То есть там будут какие-то тестовые API-шки, документация. Поэтому обязательно оставайтесь на этом канале. Думаю, что эта информация будет вам полезна, так как тестирование API сейчас достаточно востребованное для тестировщиков, и даже начинающему тестировщику, джуну, необходимо знать основные аспекты и базис того, как тестировать веб-сервисы. Я уже несколько раз сказал такое словосочетание, либо слово, как веб-сервисы, поэтому давайте с вами поговорим, что же это такое. Веб-сервисы, либо же веб-службы – это программа, которая организовывает взаимодействие между сайтами. То есть информация с одного портала передается на другой. Это если говорить простыми словами. Если завернуть это немножко по-умному, то это такая веб-ориентированная технология, которая позволяет программам общаться между собой, используя стандартные форматы, такие как XML и JSON, и посредством специальных протоколов, здесь сейчас сразу исправлюсь, протокола SOAP и архитектурного стиля REST. Чем они отличаются, расскажу вам немножко дальше. То есть, к примеру, у вас есть некая авиакомпания, у нее большое количество рейсов и, следовательно, очень много билетов. Информация через веб-службу попадает сайту-агрегатору турпутешествий, то есть с нашей авиакомпании с помощью API-шки мы можем подключить, встроить некоторый функционал, который будет напрямую при таком действии, когда пользователь заходит на данный агрегатор, то он сможет напрямую купить на этом же сайте, не заходя на сайт компании, какие-то авиабилеты. Либо же другой пример веб-сервисов – это сайт отслеживания погоды, который содержит какие-то сведения о метеоусловиях в конкретном городе или в стране. Данная информация также используется сторонними приложениями, либо же какими-то другими сайтами, то есть мы просто встраиваем вот эту вот формочку, где у нас прописана информация о погоде. Также это можно проецировать, к примеру, на курсы валют. То есть вы часто видели, что на сайтах встраиваются какие-то формы, где вы можете онлайн осуществить конвертацию одной валюты в другую. Либо же, к примеру, также работает авторизация с помощью каких-то социальных сетей, будь то Google, ВКонтакте, Facebook. То есть, когда вы, например, заходите на какой-то сайт, и у вас написано, что вы можете зарегистрироваться, используя ваши аккаунты в других соцсетях, это также работает посредством API. О различных интерфейсах, в том числе о API, я рассказывал немного раньше, на самых первых уроках, посвященным типам и классификации тестирования. То есть я рассказывал, какие вообще существуют интерфейсы. Сейчас ссылка на данный урок появится вверху, то есть вы можете туда перейти, либо освежить свои знания, либо узнать что-то новое для себя, если вы на этом канале в первый раз и никогда не слышали про различные интерфейсы. И плавно переходим к тому, что я сказал в самом начале, что используется протокол SOAP, либо же архитектурный стиль REST. Начнем с вами с протокола SOAP. Это аббревиатура, полное название – это Simple Object Access Protocol. То есть это дословно переводится как простой протокол доступа к объектам. То есть этот протокол обмена структурированными сообщениями в распределенной вычислительной среде. Звучит очень тяжело, но сейчас я вам все объясню. То есть этот протокол используется для обмена произвольными сообщениями в формате XML. XML ничего вам не напоминает. Мы с вами когда-то говорили о HTML. По сути,
сама форма написания одинаковая, что в HTML и XML, но у данного формата есть свои особенности, о которых мы с вами поговорим чуть позже на этом уроке. Также SAP может использоваться с любым протоколом прикладного уровня. Если мы с вами вспомним такую модель, как OSI, то там был прикладной уровень. Опять же, сейчас ссылка на видео, посвященному этой модели, появится вверху. И такие протоколы — это SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, то есть в SAP могут использоваться и данные виды протоколов. Однако взаимодействие данного протокола с другими имеет какие-то свои особенности, о которых мы с вами не будем разговаривать в рамках нашего курса и данного урока. Поэтому, если вам интересно, то можете погуглить эту информацию. Она общедоступна. Это, скажем так, материалы со звездочкой. Для начала вам необходимо просто знать, что есть такой протокол SOAP, и он используется в веб-сервисах. И давайте перейдем сразу к следующему аспекту, который мы должны рассмотреть в рамках SOAP. Это XCD и VSDL. Что это такое? Как я уже сказал, в SAP для передачи какой-либо информации используются XML-файлы. И вот именно XCD, это XML Schema Definition, она описывает структуру нашего HTML-документа и типы данных, которые там могут храниться. То есть у вас в веб-сервисе есть такой вот файлик XCD, и с помощью него мы можем задавать различные элементы, данные внутри наших XML и передавать их посредством сети интернет. Это то, что касается XCD. Следующий аспект, который я хотел рассмотреть, это VSDL. То есть это такой файлик с таким расширением, с таким форматом. Он написан на языке VSDL, Web Services Description Language. И для чего вообще необходим этот файлик? Он описывает сообщения, заголовки, события, которые свойственны для нашего веб-сервиса. То есть данный файлик описывает структуру нашего веб-сервиса. И он обязателен для SAP-протокола. То есть без этого файлика мы просто не сможем использовать SAP-протокол. И в дальнейшем при тестировании именно этот файл облегчает очень сильно работу, так как в отличие от REST архитектурного стиля, где нет такого документа, в котором была четко структурирована работа нашего веб-сервиса, тестировать там бывает тяжеловато. Поэтому, когда есть VSDL, это очень хорошо. Каждый документ VSDL можно разделить на следующие логические части. Вот тут есть такой небольшой образец. Что у нас вообще есть в VSDL? Во-первых, есть элементы данных. Это message. То есть это сообщения, которые использует наш веб-сервис. Также есть информация о типах данных. Это type, как вы видите. И эта информация определяет виды отправляемых и получаемых сервисом XML-сообщений. Как видите, здесь у нас string, то есть это обычные строки. Также есть такой блок, как port type. Это список операций, которые могут быть выполнены с нашими сообщениями. То есть, как вы видите, в принципе, я думаю, что с английского вам несложно будет перевести. То есть здесь есть различные виды операций: getTerm, getTermRequest, getTermResponse, ответы, запросы. То есть все это вот здесь может быть зашифровано и прописано, как у нас вообще будет взаимодействовать сервис с нашими сообщениями. Вот. Что вам нужно запомнить, что всегда, если у нас есть SOAP, то всегда есть VSDL-ка. Потому что иногда на собеседовании могут спросить, чем, например, отличается SOAP от того же REST архитектурного стиля. Одно из ключевых отличий – это наличие VSDL и то, что, как я уже сказал, сообщения обмениваются с помощью XML-ок. И информация о том, как в этой XML-ке должна структурироваться информация, содержится в XSD, то есть XML Schema Definition. И обязательно необходимо запомнить правила, которые используются при написании вот этих XML-документов. Опять же, на собеседованиях очень часто их спрашивают, поэтому давайте разберем их более подробно. Как я уже сказал, если мы говорим про XML, то это язык, который очень похож на HTML.
но в отличие от HTML у него, как видите, другая расшифровка, то есть это расширенный язык разметки, и если HTML у нас используется именно для разметки страницы, для верстки, то XML уже хранит в себе некоторую информацию, и с помощью него эту информацию можно передавать при общении наших веб-сервисов. Структурной единицей XML являются элементы. Вот здесь есть схема таких элементов. Из чего они состоят? Опять же, вспоминаем нашу HTML-ку. Мы основные аспекты рассмотрели на нашем прошлом занятии. Как вы видите, в элементе у нас есть открывающий тег, закрывающий тег, контент, который хранится между этими двумя тегами, и атрибуты. То есть все очень похоже на HTML. Однако, что вам необходимо знать при написании, либо же тестировании XML, на что необходимо обращать внимание? Во-первых, у XML только один корневой элемент. То есть, смотрите, у нас здесь есть корневой элемент person. Это правильное написание, то есть вот открывающий тег, закрывающий тег, и больше у нас никаких корневых элементов нет. Дальше у нас прописан неправильный формат, когда у нас, как вы видите, есть корневой элемент person, и он опять у нас почему-то дублируется. То есть такого не должно быть. У нас просто должен быть открывающий и закрывающий тег для данного корневого элемента. Следующий аспект, что все элементы должны иметь закрывающие теги. Как вы видите, у нас здесь есть два тега, person и family name. Они есть как открывающие, так и закрывающие, однако есть один элемент, который не имеет закрывающего тега. Как мы помним, закрывающий тег состоит из фигурных скобок, и перед самим тегом у нас прописывается слэш. То есть так неправильно, то есть мы не должны оставлять просто один открывающий тег. Следующий аспект, то что названия наших тегов регистрозависимые. Что это значит? Если вы не знаете, что такое регистрозависимость, это отношение к тому, что наши теги чувствительны к прописным буквам, либо же к строчным. Поэтому у нас всегда должны использоваться одни и те же символы в начале нашего тега. То есть, как мы видим, здесь у нас правильно прописано, здесь у нас нет, потому что в одном случае у нас тег начинается с прописной буквы, в другом случае с строчной. То есть это неправильно. Следующий момент, то, что элементы не должны пересекаться. Что это значит? Обращаем внимание с вами на второй элемент, который содержит в себе открывающий и закрывающий тег, и внутри данного элемента содержится еще один элемент, также с открывающим и закрывающим. То есть здесь все правильно. Мы открыли тег, записали в него какую-то информацию, закрыли. И внутри него, так как есть еще тоже один элемент, тоже мы открыли тег и закрыли. Никаких пересечений нет. Если мы с вами обратим внимание на неправильную запись, то здесь мы открыли тег, потом написали новый тег, почему-то закрыли этот тег, и в следующий момент закрыли тег, который содержится внутри. То есть так неправильно. Надеюсь, что я нормально объяснил. Если что, ставьте на паузу, просто посмотрите на то, как здесь записаны наши элементы, как пишутся теги. Я думаю, вы поймете, когда проведете маленький ресерч, буквально на 1 минутку задержитесь на данном правиле. Следующий аспект, то, что все значения атрибутов должны быть в кавычках. Как вы видите, у нас здесь есть атрибут name со значением John. Но почему-то это значение не заключено в кавычки. То есть это неверно. Вот второй правильный вариант, когда у нас есть атрибут, его значение — это значение в кавычках. Следующий атрибут — его значение в кавычках. То есть это правильно. Следующее правило то, что знак больше, знак меньше, значок амперсанта нельзя использовать в текстовых блоках. Вместо них мы должны записывать их в текстовом формате вот в таком виде. То есть тоже можете поставить на паузу, сделать скрин и запомнить для себя, как это должно записываться. Думаю, объяснять не стоит, потому что, как мы понимаем, значок больше-меньше у нас используется в самих тегах, и система может их неправильно обработать. Если мы говорим про значок амперсант, то он, как вы видите, используется у нас уже для текстовой записи вот этих всех элементов. А знаки кавычек у нас используются для того, чтобы отделить значения атрибутов. То есть тоже они могут некорректно обрабатываться нашей системой.
И последний момент, то, что объявление XML – это всегда первая строка. Что такое объявление XML? Это отдельная строка, в которой содержится информация о номере версии нашего XML, указание на кодировку наших символов и параметр standalone, который указывает, запрещены ли ссылки на внешние документы. То есть запоминаем, что объявление XML у нас содержится в первой строке. Это основные правила, которые применяются к XML. Их нужно запомнить, так как на собеседовании вам, например, могут дать XML-ку с ошибками и попросить вас найти их, поэтому нужно быть к этому готовым. И следующий аспект, который нужно рассмотреть при тестировании веб-сервисов, это REST. REST, как я уже сказал, это архитектурный стиль. Чтобы вы понимали, в чем разница архитектурного стиля и протокола, то, что к архитектурному стилю не применяются какие-то жесткие правила. Здесь не нужны никакие WSDL-ки, хотя есть тут такой формат документов, как WADL, но не обязательно. То есть, если его нету, то как бы все ок. И поэтому REST предпочитают сейчас использовать все чаще, так как этот архитектурный стиль позволяет записывать информацию в более удобном формате, который занимает меньше места и повышает производительность нашей системы. И также он, скажем так, не правилозависим, то есть к нему предъявляется гораздо меньше требований, поэтому его используют сейчас гораздо чаще. И если говорить о полном названии, то это Representational State Transfer. Передача состояния представления. Также, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это еще на такое определение, как RESTful. Чем отличается REST от RESTful? Если REST — это просто архитектурный стиль, с помощью которого у нас описывается структура передачи информации у веб-сервисов, и вообще в целом там какие-то есть правила, связанные с тем, как эта информация должна передаваться, то RESTful — это уже характеристика наших веб-сервисов. То есть это такие веб-сервисы, которые полностью отвечают требованиям REST, которые предъявляют этот архитектурный стиль. То есть REST, по сути, описывает структуру нашего веб-сервиса, а RESTful — это уже сам веб-сервис, который отвечает требованиям REST. То есть тоже не путайте, не пугайтесь, если вас спросят на собеседовании, чем отличаются между собой вот эти два понятия. И в отличие от SAP, в REST у нас используется уже JSON. JSON — это JavaScript Object Notation. И что необходимо знать о таком формате, как JSON? В отличие от XML, для JSON нет прямо таких очень строгих правил. И он гораздо более гибкий, занимает, как я уже сказал, меньше места, с ним гораздо удобнее работать. И давайте поговорим об основных элементах, которые у нас содержатся в этом JSON. Во-первых, документы в формате JSON состоят из объектов. Объекты — это неупорядоченное множество пар, имя, значение. Вот у нас самый первый узел, который привязан к JSON, это как раз-таки объект. Объект обычно заключается в фигурные скобки, и внутри него содержатся, как я уже сказал, пары имя, значение. Имя, name, значение Петр. Имя, name, значение Иван. И между собой эти пары имя, значения разделяются запятой, а имя и само значение между собой разделяются двоеточием. То есть тоже ничего сложного здесь нет. Просто запоминаем, что есть фигурные скобки, что наше имя и значение заключены в кавычки, между собой имя и значение разделяются двоеточием, а пары имя и значение разделяются запятой. Имя — это всегда строка, то есть тип данных для него — это строка, а само значение, как здесь у нас, например, Петр, может быть как строкой в двойных кавычках, так и числом, каким-то логическим значением, булианским, то есть true или false, массивом или значением null. О массивах мы с вами поговорим чуть дальше. А значение null, то есть просто здесь, по сути, это значение нулевое. Если мы говорим о таком типе данных, как строка, то это упорядоченное множество из нуля или более символов Unicode, заключенное в двойные кавычки. Ну, то есть, как вот наше имя, которое является, по сути, типом данных строка,
заключено в двойные кавычки. Строку легко отличить от каких-либо других типов данных. Если мы говорим о простых числах, то их не нужно заключать в кавычки. И как раз на примере индекса можно заметить разницу. Если у нас используется в значении число, то мы эти кавычки не записываем. И тогда наша система воспринимает эти данные как числовые. Как только мы с вами используем кавычки для записи нашего числа, не путать запись числа и тип данных число, когда мы используем кавычки, то автоматически этот тип данных превращается в строку и воспринимается системой как текст. Если мы с вами используем какие-то булиновские значения, то и как числа их не нужно использовать в кавычках. То есть true-false мы не заключаем в кавычки. Как только мы заключаем true или false в кавычки, то опять же воспринимается это как строка. И последний тип данных — это массивы. Что же такое массивы? Это множество наших объектов. Как мы с вами помним, объекты — это некоторое количество пар, имя и значение. Как только у нас используется несколько таких вот объектов, то тогда мы заключаем их в массивы. Массив заключается в квадратные скобки. А значения внутри этого массива отделяются запятыми. То есть, как мы видим, у нас здесь есть объект, который состоит из имя и значения, который заключен в фигурные скобки. И есть другой объект, который также содержит в себе имя и значение, также в фигурных скобках. Мы отделяем их между собой запятыми, а все это, сам массив, мы заключаем в квадратные скобки. Это то, что касается REST, то есть здесь все гораздо проще. На следующем занятии я покажу вам инструмент Postman, в котором можно тестировать как SOAP запросы, так и REST запросы. То есть мы это с вами все посмотрим, пощупаем, вы научитесь отправлять какие-то простые запросы. В этом нет ничего сложного. Еще на что хотелось бы обратить внимание, как я уже упоминал в этом уроке, очень часто на собеседованиях спрашивают, в чем разница между REST и SOAP веб-сервисами. Давайте перечислим эти различия. REST поддерживает различные форматы. То есть здесь я вам привел JSON, это самый распространенный, но также можно использовать и XML, и текстовые форматы. Но SOAP у нас может поддерживать только XML. REST работает только по протоколам HTTP или HTTPS. SOAP, в отличие от REST, может работать с различными протоколами. SOAP на основе чтения не может быть помещен в кэш, в отличие от REST, который в таком случае может быть закэширован. Это такие вот основные аспекты. И, как я уже сказал, REST — это архитектурный стиль, у которого нету такого огромного количества правил, которым он должен подчиняться. SOAP — это протокол, который сильно ограничен теми правилами, которые к нему предъявляются. Опять же, вспомните хотя бы XML-ку и все правила, которые я вам перечислил, и JSON, где таких критичных правил нет. Что же необходимо выбирать на проекте, REST или SOAP? Обычно, когда задают такой вопрос, REST против SOAP, то его можно перефразировать как простота против стандарта. В случае REST это простота, у вас будет скорость, расширяемость и поддержка многих форматов. И также не такая привязка к тем правилам, которые предъявляются к SOAP. В случае SOAP у вас будет больше возможностей по безопасности. И также у вас будет, скажем так, если мы говорим о тестировании, больше возможностей провести это тестирование качественно, так как сразу в SOAP у вас будут VSDL-ки, где будут прописаны образцы ваших запросов. То есть не нужно будет лишний раз обращаться к разработчику, просить его, чтобы он предоставил вам информацию, какие-то примеры запросов. То есть сразу можно брать и тестировать. И плюс ко всему SOAP более ресурсоемкий, занимает больше места, он медленнее. И в целом, если мы говорим про разработку, то разработка с использованием SOAP, она дольше. Пожалуй, это все, что касается теории, посвященной веб-сервисам.
В рамках данного урока я, конечно, не смогу вам и не смог рассказать все, что можно было касаемо тестирования веб-сервисов, API-шки, но этих знаний касаемо SAP, REST, какие форматы там используются, какие документы есть, какой из них быстрее, какой проще. То есть этого всего вам будет достаточно для того, чтобы успешно пройти собеседование на позицию начинающего тестировщика. Обязательно в описании к этому видео я оставлю ссылки на лекции, занятия, которые могут вам помочь, скажем так, узнать про веб-сервисы со звездочкой. Если вам интересно, конечно, переходите, потому что там все более структурировано, люди работают с этими технологиями намного дольше, чем я, поэтому, скорее всего, вы узнаете гораздо больше от них. Также, как и обещал, на следующем занятии мы рассмотрим с вами практические аспекты тестирования веб-сервисов, тестирования API. Поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Мне всегда интересно получать от вас какой-то фидбэк. Также напоминаю, что у меня есть свой телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю полезные статьи, в которых можно узнать аспекты, связанные как с трудоустройством в сферу IT, так и с полезными ресурсами и ссылками, которые помогут вам в дальнейшем прокачать себя в тестировании любых приложений, будь то десктопные, веб-приложения, либо мобилка. Поэтому большое спасибо вам за просмотр. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Наконец-то у нас с вами ваше долгожданное видео, посвященное тестированию веб-сервисов с точки зрения практической. То есть сегодня на занятии мы с вами узнаем о таких инструментах, как SOAP UI, который помогает нам тестировать SOAP. Также узнаем, что такое Postman. Научимся с вами отправлять какие-то простые запросы. Также я покажу вам различные тестовые площадки, на которых вы сможете потренироваться. И в целом покажу, как необходимо писать тест-кейсы, как их необходимо создавать, позитивные, негативные, смоук-тесты, тесты критического пути, extended тесты. То есть все это я вам расскажу, чтобы у вас в дальнейшем не возникало вопросов, так как тема тестирования API достаточно обширная и сложная, но мы с вами постараемся обсудить это, и в дальнейшем это поможет вам успешно пройти собеседование. Сразу оговорюсь, что я не буду рассказывать обо всех фичах, которые есть в этом программном обеспечении, таком как SOAP UI и Postman, так как это тема для отдельного большого курса. Но тех данных и знаний, которые я вам дам, будет достаточно, чтобы в дальнейшем уже самостоятельно изучить эти инструменты и дать вам некий базис для того, чтобы у вас не возникало каких-то глупых вопросов, когда вы придете на проект, где столкнетесь с тестированием API. Итак, начинаем. Сначала я хотел бы пару слов сказать о том, чем я буду руководствоваться при данном уроке. Есть такой замечательный тестировщик, либо же тестировщица Ольга Киселева по девичьи, либо же Ольга Надина в замужестве. Она замечательный преподаватель, у нее есть свой курс по тестированию API. Это не на правах рекламы, просто чтобы вы знали. И у нее есть замечательный блог, в котором она собирает очень полезные вещи и статьи именно для начинающих тестировщиков, а также для продолжающих. И вот именно такими ресурсами, которые она размещает у себя, мы и будем пользоваться. То есть не будем придумывать какой-то велосипед. Для учебных целей была разработана система Users, которую мы с вами сейчас немножко пощупаем и узнаем, что это такое. Я обязательно оставлю вам ссылки на все статьи и на все ресурсы, которые мы будем сегодня просматривать. Но начнем с того, что вот есть такая система Users Backrate. Она нам, в принципе, сегодня на занятии понадобится. И здесь также, если вы перейдете по вот этой ссылке, будет VSDL-ка,
Если мы с вами вспомним прошлое занятие, то это схема наша, где прописаны различные методы для SOAP-запросов. И также есть информация о REST, когда мы с вами будем тестировать REST с помощью JSON. Но сразу забегу вперед, нам не понадобится эта информация. Мы с вами будем пользоваться уже написанной документацией, где прописаны примеры запросов и ответов, потому что в таком виде не совсем удобно понимать вообще, что от нас хотят. И по-хорошему на всех проектах у вас должны быть с REST примеры запросов, то есть вы обращаетесь к разработчику, он выдает вам некий пример запроса и, возможно, ответы на этот запрос, и вы уже с помощью этих входных данных тестируете. Если такого нет, то, конечно, жизнь ваша усложняется, но в любом случае вы должны начинать свою работу с коммуникации с разработчиком, если документации на проекте нет. Если документация есть, то обращаемся напрямую к ней. Поэтому закрываем эту вкладку, она нам сегодня не понадобится. Также здесь есть ссылки на другие ресурсы, посвященные данной теме. Мы их сегодня затрагивать не будем. И это, пожалуй, все, что касается данной статьи. И вот вторая статья, которая нам понадобится. Здесь есть ссылка на тестовую джиру, которая также Ольга со своей командой завела для учебных целей, но поделилась, в принципе, со всем интернетом, и мы тоже можем этим пользоваться. Здесь нас будет в первую очередь интересовать Confluence. Что же такое Confluence, если вы не слышали? Это такая вики-система, где собираются все данные о проекте, документация. То есть обычно на проектах всегда есть такие вики-подобные системы. Если мы говорим про Jira, то это Confluence. Если мы говорим про Azure DevOps, это просто вики. То есть там с помощью языка разметки, по аналогии, как это написано на Википедии, собирают информацию о проекте, требования, спеки, входные данные, какие-то креды, все хранится там. То есть мы всегда можем обратиться к вики-системе и узнать, на каком свете находится проект. И обычно внутри различных требований, которые уже есть в наших бэктрекинговых системах, либо же просто в системах управления проектами, в старях дают ссылки на вики, где хранится эта информация. То есть, чтобы вы не пугались, возможно, у вас на проектах будут такие системы, в которых вы всегда можете заглянуть и узнать информацию о вашем проекте. Перейдя по этой ссылке, мы с вами попадаем в Confluence, где уже содержится документация по нашей системе Users. То есть здесь есть информация про SOAP и REST, про методы, которыми пользуется эта система. Опять же, информация на WSDL и REST, файлики с образцами наших запросов. И непосредственно сами методы. Мы с вами сегодня будем использовать такой метод, как doRegister, который позволяет нам зарегистрироваться в систему. К этому вернемся с вами чуть позже. Давайте для начала установим с вами SOAP UI и непосредственно Postman. Опять же, ссылки на установку этих ресурсов я оставлю в описании. Просто перейдете по этой ссылке. Для SOAP UI есть бесплатная версия, которую вы можете скачать. Это SOAP UI Open Source, то есть здесь хранится код этого продукта в исходном виде. При нажатии на эту ссылку скачается инсталлятор, вы его запускаете, ничего сложного нету, просто нажимаете Next, 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 Next. Он устанавливается, это программное обеспечение, и вы можете пользоваться им. У меня уже предварительно он установлен, чтобы не тратить наше с вами время. Сейчас он подгрузится, и я расскажу вам немножко об этой системе. Для того, чтобы нам с вами начать работу, нам необходимо создать свой проект. Для этого мы нажимаем на файл, New Subproject, пишем имя нашего проекта, и сюда необходимо вставить WSDL-ку. Либо же она у вас будет скачана заранее, либо же просто URL этой WSDL-ки. То есть вот у нас этот URL есть, мы его копируем и вставляем. Больше ничего здесь не нужно вводить. Нажимаем ОК. И у нас подгружаются все методы, которые доступны для нашей системы.
Как я уже сказал, мы с вами будем работать с методом doRegister, поэтому мы его открываем, нажимаем на request 1, и здесь, как мы видим, уже содержатся параметры, которые нам необходимо будет заполнить. Как я уже говорил, у нас есть документация. Возвращаемся в наш Confluence. Давайте его переместим немножко сюда. И здесь прописано, что у нас есть такие параметры email name и password, тип строка. Они 3 обязательные и описание этих параметров. То есть это email пользователя, имя пользователя и пароль. Чем хороша VSDL-ка? В том, что у нас здесь уже все прописано. На знаке вопросов мы должны написать наши значения валидные. Как видите, у нас здесь 3 вот этих параметра, они обязательны, поэтому мы в позитивном нашем тесте вводим все эти данные сюда и запускаем наш запрос. Все хорошо прошло. И, как вы видите, у нас ввелись наши данные, которые мы внесли сюда. И также здесь содержатся параметры дополнительные, которые не были указаны в нашем методе doRegister, но они используются для других целей, для других методов. Но по спецификации сейчас они нам не нужны. Поэтому не пугайтесь, если вы видите такую колбасу, когда будете запускать свой запрос. Как видите, ничего сложного нет. Чем хорош SAP и VSDL, что всегда на проекте есть такая схема, в которую вы просто вводите свои параметры, зная, обязательны они или нет, и различными комбинациями добиваетесь того, что проводите позитивные, негативные тесты. То есть, например, здесь мы можем убрать какой-то из этих обязательных параметров и попробовать отправить такой запрос. Как видите, у нас здесь выскакивает ошибка, некорректный email. Также мы можем ввести, к примеру, какое-то недопустимое значение сюда. Опять же, некорректный email. Можем оставить вообще все поля пустыми с нашими обязательными данными. Можем продублировать несколько параметров и посмотреть, что будет в таком случае. То есть мы здесь уже включаем процесс моделирования наших тест-кейсов, так называемые техники тест-дизайна. И, в принципе, как мы с вами работаем с обычными приложениями, так мы и работаем с API. Все зависит только от вашей фантазии и от тех методов тест-дизайна, которые вы используете. Когда вы приходите на проект, где используется SOAP, то, в принципе, никаких сложностей не будет. То есть вам выдадут VSDL-ки, вы зайдете в SOAP UI, создадите свои проекты и начнете тестировать. Советую вам скачать заранее SOAP UI и пройтись по нему, поискать какие-то примеры других VSDL-ок, прощелкать все методы, которые есть в TestBase Confluence. То есть тут тоже все так же подробно расписано, для того, чтобы у вас просто пропал страх перед инструментом. Так как поначалу может показаться, что данное приложение очень сложное, здесь много чего есть, но на самом деле для вашей работы начинающего тестировщика, скорее всего, понадобится только создание проекта, загрузка VSDL-ки и работа с самими параметрами и с различными их комбинациями. Это то, что касается инструмента SOAP UI. Повторюсь, что я не буду на данном уроке рассказывать подробно про каждую функциональность данного приложения, а только проведу короткий экскурс по нему. По SOAP UI, думаю, все понятно, не нужно каких-то дополнительных уточнений. Если у вас появились какие-то вопросы по установке данного программного обеспечения, то обязательно оставляйте их в комментариях. Я отвечаю всем. Думаю, что мои подписчики это могут подтвердить на 100%. То есть у нас идет хорошая коммуникация, поэтому не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Да, кстати, совсем забыл сказать. То есть сейчас мы с вами сделали как бы все под капотом, но необходимо проверить также, появился ли у нас этот юзер в нашей системе. Как мы видим, у нас этот юзер появился, то есть отображается email, который мы ввели, FIO. Также здесь предусмотрен тот факт, что автор SAP либо REST отправляет данную информацию, то есть сразу можно здесь видеть дата изменения
И также мы с вами можем попытаться зайти в систему с помощью нашего пароля 123. Для этого мы вводим наш пароль и e-mail, нажимаем «Авторизоваться», и мы успешно входим в систему. То есть никаких проблем у нас нету. То есть обязательно проверяем, как под капотом работает наш веб-сервис, отправляет запросы, так и на UI, как это отображается, действительно ли все работает корректно. И следующий аспект, который нам необходимо рассмотреть, это REST-запросы и инструмент Postman. Опять же, вбиваем в Google Postman, находим официальный сайт, он будет самый первый. Опять же, ссылку я для вашего удобства оставлю также в описании. И скачиваем это приложение. То есть просто download the app. Скачивается, опять же, на компьютер, никаких проблем нет. Сначала инсталлятор, потом опять next, без каких-либо изменений. И он устанавливается. Также Postman доступен в веб-версии. То есть здесь вы можете, к примеру, зайти через свой аккаунт Google, и то же самое, что вам будет доступно в вашей десктопной версии, будет доступно и в вебе. Но все-таки там есть свои ограничения, поэтому я советую вам скачать Postman непосредственно на компьютер. Я уже скачал также этот инструмент. Давайте его откроем. И мы видим наш UI нашего приложения. Чем хорош Postman? Тем, что в нем может одновременно работать целая команда тестировщиков, разработчики, то есть могут делиться своими какими-то тест-кейсами. Также здесь можно проводить автоматизацию, писать какие-то скрипты на языке JavaScript, делиться, опять же, этой информацией с вашей команде, создавать различные коллекции ваших запросов, работать в разных workspace'ах, создавать различные параметры. То есть инструмент очень интересный, многоплановый, не самый сложный, скажу вам сразу, чтобы у вас не возникало, опять же, страха перед данным инструментом. На первых порах вам будет достаточно просто использовать его в целях тестирования, для выбора метода, для ввода вашего запроса, параметров и отправки непосредственно этого запроса на сервер, получения ответа и изучения этого ответа уже с точки зрения тестирования, все ли прошло успешно или нет. Вернемся с вами к нашему Confluence. В самом низу метода doRegister будет информация о JSON с примером вызова его, то есть будет вот такой вот запрос в виде JSON формата, и ответ на него, как он должен выглядеть. Не всегда есть хорошая документация для REST-запросов, поэтому всегда трясем своего разработчика, чтобы они предоставили вам тестовые данные, примеры запросов, примеры ответов, на основании которых вы будете проводить тестирование. Не стесняемся, коммуникация наша все. Также есть схемы наподобие VSDL-ки и для JSON, для REST. Но они не обязательны, поэтому обычно этим грешат и поступаются, и не пишут такие вадлы. Так что, опять же, вся надежда просто на хорошие отношения вас и разработчика, и налаживании процесса внутри вашей команды для передачи информации, которая необходима вам для тестирования. Прежде чем мы перейдем непосредственно к тестированию, с помощью Postman давайте еще поговорим буквально немного о методах. Когда-то очень давно в начале блока тестирования веб-приложений я обещал вам о том, что расскажу о методах, чем они отличаются между собой, вообще что это такое. Метод — это тип HTTP запроса, который указывает серверу на то, какое действие мы хотим произвести с ресурсом. То есть вы можете встретить такие формулировки, как HTTP метод и тип HTTP запроса. Это то же самое. Существует 4 основных видов методов. Это get, post, put и delete. На что направлены эти методы? Метод get, в принципе, по названию уже понятно, что направлен на то, чтобы получить информацию от нашего сервера.
Метод post. Метод post обычно служит для добавления информации на наш ресурс. Например, если мы хотим загрузить какую-то музыку, либо же ввести пароль и логин в поля ввода и отправить их на сервер, либо же загрузить какой-то текст на наш сервер. То есть для этого служит post. Также есть put. По классике put служит для того, чтобы заменить какую-то информацию, изменить ее на сервере. И метод delete, который, опять же, по своему громкому названию служит для удаления данной информации. Также в разных источниках пишут о том, что метод post может также отвечать за изменение информации, как и метод put, либо же даже для удаления информации. Метод put также может использоваться для добавления информации. То есть, опять же, все будет зависеть от того, как разработчики решат использовать данные методы, потому что можно создавать также свои кастомные методы, которые будут выполнять какие-либо функции. Но что вам нужно знать еще о методах, что методы отвечают за так называемые CRUD-операции, либо CRUD-операции. Вы будете очень часто встречать в тестировании именно эту аббревиатуру. И что значит CRUD? То есть это Create, Read, Update, Delete. Обычно всегда, когда мы что-либо тестируем, мы должны рассматривать наш объект тестирования с точки зрения этих 4 действий. Как пример, можно привести различные разрешения, пермишины. К примеру, у вас есть какой-то рядовой пользователь, у которого есть права только на чтение. Есть модератор, который может изменять какие-то данные в вашей системе. Есть, к примеру, еще какой-нибудь суперюзер, который обладает способностью создавать что-то в системе, опять же, читать это, апдейтить. И, например, есть администратор, который может выполнять все эти 4 действия одновременно. И всегда мы должны использовать различные комбинации вот этих 4 методов, 4 операций. Это чтобы вы на будущее не пугались, когда встретите такую формулировку. И здесь, видите, в скобках я специально написал про каждый метод, что он может делать с точки зрения CRUD-операций. То есть get — это просто чтение, post, в зависимости от источника и вашего разработчика, может отвечать за создание, update и delete какой-либо информации. Put — это создание либо же изменение, и delete — это чисто удаление какой-либо информации. Также очень часто на собеседованиях спрашивают, чем отличаются между собой get и post методы. Поэтому вам нужно обязательно это запомнить. Get метод очень легко обнаружить и идентифицировать, так как get метод всегда это наша адресная строка. То есть то, что мы пишем в адресную строку, мы хотим получить какую-то информацию в сети интернет. И там мы можем ввести какие-то параметры, которые нас интересуют. То есть всегда обращаем внимание на адресную строку. Get — адресная строка. И в отличие от метода post, у get нету тела запроса. То есть мы не можем с помощью get какую-то информацию загрузить. В теле запроса у нас, как я уже рассказывал раньше, может быть различный payload, различная полезная нагрузка. То есть это текст, музыка, код, все что угодно может содержаться в теле запроса. И именно это загружается на наш сервер. Поэтому у поста есть тело запроса, у get его нету. У get запроса, как я сказал, всегда есть параметры, которые содержатся в адресной строке. Get ограничен длиной адресной строки, тоже вам необходимо об этом помнить. И, в принципе, всегда можно протестировать это. То есть, если вы знаете, что у вас есть ограничения, то вы можете ввести количество символов в get-запросе и посмотреть, как себя будет вести система. Будет ли она выдавать какую-то ошибку, будет ли вообще обрабатываться данный запрос. Get кэшируется на стороне клиента, тоже об этом нужно помнить, что данные из get-запросов попадают в кэш. И так как get — это, по сути, наша адресная строка, то его всегда можно сохранить в закладку в нашем браузере.
То есть, помня вот об этих отличиях, можно успешно ответить на данный вопрос, когда вам зададут, чем отличаются get и post запросы. У меня спрашивали на моих первых собеседованиях это почти каждый раз. Поэтому обратите обязательно на это внимание. Если нужно, перемотайте назад, запишите себе, чем отличаются get и post запросы, либо же найдите просто информацию в интернете в виде табличек сравнительных. Они есть на многих ресурсах. И также почитайте вообще про другие методы, кроме этих 4 основных. Чем они отличаются? Сразу скажу вам, что обратите внимание на такой метод, как option. Специально не буду рассказывать вам, за что он отвечает, но, в принципе, он тоже интересен. И даже когда у вас, например, спросят, какие методы вы знаете, если вы назовете больше этих 4, это уже большой плюс к успешному прохождению вашего собеседования. Поговорили с вами немножко о методах, давайте вернемся к нашим баранам, к нашему постману. И сразу же вы видите, что у нас есть метод get. Когда вы сюда нажимаете, то здесь можно увидеть огромное количество методов, которые есть по умолчанию. Вот наши 4 основных — это get, post, put и delete. И есть вот другие отличные от них. Options, про которые я уже упоминал, тоже обязательно про него прочитайте. И если интересно, можно изучить другие методы, которые здесь есть. Но опять же, я бы вам не советовал сильно углубляться в эту тему, потому что методы могут придумываться самими разработчиками, и они могут быть кастомными. Поэтому у каждой компании они могут быть разными. Давайте с вами вернемся к нашему Confluence. Сразу оговорюсь, так как мы будем загружать какую-то информацию о нашем пользователе, то мы будем использовать метод post. То есть я думаю, это понятно. Мы не хотим найти какую-то информацию на нашем ресурсе, а добавить нового пользователя в нашу базу данных, в наш users bug-red. Что нам необходимо сделать для того, чтобы отправить запрос? Копируем наш URL, который нам необходим. Он есть в документации. Выбираем метод post, как я уже сказал выше. И также вводим наш запрос. И так как он у нас в формате JSON, то нам необходимо загрузить его в body. То есть это наше body, которое мы отправляем на сервер. Выбираем row и выбираем здесь JSON. То есть мы можем теперь спокойно загружать этот JSON и отправлять информацию на сервер. Так как у нас уже есть такой пользователь на сайте, то есть мы можем в респонсе увидеть сообщение об ошибке. Но, как вы видите, система не очень хорошо доработана. По-хорошему здесь не должен быть статус-код 200 log, а другой статус-код, который бы говорил нам о том, что у нас какая-то ошибка. Давайте придумаем новый какой-нибудь mail, новое имя и пароль. И попробуем отправить. Отправляем, все прошло успешно. 200-й статус-код, наш пользователь создан. И давайте зайдем в систему, обновим страницу. Да, все хорошо, то есть у нас есть наш пользователь, FIO, автор уже REST и дата изменения. И мы можем с вами проверить также это с помощью авторизации на наш сайт. Скопируем наш пароль. Все отлично, мы с вами зашли в систему, такой пользователь создан, мы можем с ним дальше работать. Также можете обратить внимание, что здесь есть информация, которую мы не отправляли в нашем запросе, например, там дата рождения, гендер, хобби, то есть мы это также тоже сюда не отправляли. Опять же, это можно сделать с помощью каких-либо других методов. Также мы это все можем провернуть не с помощью нашего JSON, который у нас был в примере, а с помощью просто ввода пар ключ значения. Для этого мы запоминаем, какие у нас параметры обязательные, какие у них типы. То есть это 3 параметра. Заходим в Postman, выбираем вкладку Params, вводим эти 3 параметра и отправляем.
Как видите, у нас все отправилось, и параметры у нас появились непосредственно в нашем запросе в URL. Можем проверить это опять же на самом ресурсе. Подтянулся наш mail, FIO, автор. Ну и опять же по той же нашей системе вылогиниваемся и обратно совершаем авторизацию. Проверяем, что да, действительно такой пользователь был создан. Это если вкратце о Postman, о том, как мы можем с ним работать. То есть с другими методами сложности у вас тоже не должно возникнуть. То есть просто выбираем метод и таким же образом отправляем наши запросы. Опять же, комбинируем различные тестовые случаи, то есть удаляем какие-то обязательные параметры, оставляем поля пустыми, меняем их местами, то есть все смотрим, как это может быть. Думаю, что этого вам будет достаточно для того, чтобы в дальнейшем разобрать все методы, которые есть в Confluence для Users Backrad. То есть это будет ваше первое домашнее задание, которое я анонсирую на данном, скажем так, курсе. Проходим все вот эти методы, как в SOAP, так и в REST, то есть в SAP UI и в Postman. И отмечаемся в комментариях, все ли у вас получилось, не возникли ли какие-либо у вас вопросы. Что еще хотелось бы вам рассказать о полезных ссылках и ресурсах, которые могут вам помочь в освоении и тестировании API. Опять же, возвращаемся к нашему любимому TestBase, про который я вам рассказывал. Опять же, ссылку я оставлю в описании. Здесь есть различная информация о бактрекерах, на которых вы можете потренироваться и вспомнить тему, посвященную бактрекинговой системе Jira и оформлению баг-репортов и отчетах о дефектах. Системы хранения тестов, опять же, можно здесь потыкать, посмотреть. TestLink, например, бесплатная. Где потестировать API? Здесь есть бесплатные сайты с тестовыми API, где можно их подергать. Тоже RegressIn, очень популярный ресурс. Более полноценные системы, опять же, это те, которые были разработаны либо непосредственно Ольгой и ее командой, либо же они просто есть, тоже были когда-то разработаны. То есть это Users, та система, которую я вам уже сегодня показывал, Shop и Swagger. SQL мы с вами подергаем как-нибудь потом, уже совсем скоро. Еще есть тест-дизайн, то есть тут есть тренажеры, которые также можно посмотреть. Вот треугольник, например, интересный тренажер по одному из самых популярных вопросов на собеседовании. Но не скажу, что он самый популярный, у меня, например, его не спрашивали. Также можем перейти и все это пощелкать, потренироваться. Еще есть такой интересный ресурс, как Swapy. Здесь хранится информация о киновселенной Star Wars. И можно также с помощью API потестировать, находить информацию о различных персонажах, которые были в этой киносаге. То есть можно все это здесь очень интересно посмотреть. Планеты, оружие, существа. То есть очень интересно для тех, кто когда-то был фанатом, либо до сих пор является Star Wars. И опять же, по API есть огромное количество различных тренажеров. Например, есть в открытом доступе API социальной сети ВКонтакте. То есть вы можете спокойно найти ее документацию по этой API и также отправлять какие-то запросы. То есть там, скорее всего, будут какие-то авторизации с помощью токенов. Я не баловался с этим, но знаю, что точно это есть. И у других каких-то ресурсов тоже есть API, то есть все это можно посмотреть. Также рекомендую, если у вас есть возможность финансовая, к примеру, либо же, если вы проявите смекалку и поищете на различных ресурсах такой курс, как тестирование API от Ольги Назиной, я думаю, вам он понравится и пригодится, потому что она там достаточно подробно рассказывает про API, вот как раз-таки на этом ресурсе Users, рассказывает про автоматизацию с помощью API. То есть он достаточно подробный и подходит как для начинающих тестировщиков, так и для продолжающих. Так что очень советую. Опять же, не на правах рекламы, а просто потому, что курс-то неплохой.
И давайте поговорим о последнем блоке в рамках нашего занятия. Это как вообще писать тест-кейсы для тестирования API, что мы должны там учитывать. И я вам покажу пример такого тест-кейса. Начнем с плана работы. Он стандартный, как и для любого тестирования, любой фичи. Сначала мы изучаем требования, либо же пишем их, если их нет. Затем на основании этих требований пишем наши тест-кейсы и, конечно же, тестируем. Требования — это непосредственно наша документация, это вадлы, VSDL-ки, примеры наших запросов, примеры ответов, которые вы можете получить у разработчика. Кейсы мы пишем на основании, опять же, этой документации, то есть ничего сложного, опять включаем техники тест-дизайна для этого. Ну и про тестинг мы с вами уже поговорили чуть раньше на этом уроке с помощью SAP UI, либо же с помощью Postman. Также в SAP UI можно тестировать и REST-запросы, так же, как и в Postman можно тестировать REST-запросы. То есть это уже на более углубленном уровне. Если вам интересно, можете найти информацию в интернете, либо же самостоятельно поэксплорить, так сказать, данные тулы. Требования — входные данные. Какие параметры и атрибуты есть у сервиса? Это, например, если у нас есть VSDL, мы можем там посмотреть. И, опять же, как я говорил несколько раз сегодня на уроке, это образцы запросов, которые мы можем попросить у девелопера. Какие тест-кейсы? Разделяем их на 3 наших основных. Это Smoke, Critical Path и Extended. О всех этих типах тестирования и тестах я уже говорил на занятиях раньше, поэтому не буду повторяться. Если вам интересно, то сейчас ссылка появится вверху, вы можете перейти и изучить, освежить эту информацию. Что касается Smoke, то это один request на метод. Critical Path — это все валидные вообще реквесты, которые мы можем придумать для нашего метода и методов. И Extended — это все невалидные, некорректные наши какие-либо запросы. Какие же есть специфические тесты для веб-сервисов и для наших запросов? Как я уже говорил, мы можем отправлять в параметрах какие-то пустые значения, посмотреть, как ведет себя система. Она должна выдавать ошибки, если это значение обязательное. Если же это значение не обязательное, то допустимо, чтобы ошибок не было, если это оговорено в требованиях. Можем пробовать отправлять в тех же самых JSON, например, комментарии. Комментарии, если вы интересуетесь программированием, то это такие строки, которые оформляются, либо же заключаются в несколько слэшей, либо оформляются звездочками, и они не воспринимаются нашей системой как исполняемый код. То есть это просто какие-то заметки, потому что у нас написано в нашем коде продукта. То есть можем попробовать отправлять такие комментарии внутри наших JSON, к примеру, либо же в XML, и посмотреть, как ведет себя система, не воспринимает ли она их как исполняемый код. Валидность ответов согласно схеме. При наличии, что имеется в виду под схемой, это наши VSDL и вадлы. Как я уже сказал, просто открываем наш VSDL в SAP UI при создании нового проекта и начинаем тестировать. То есть вводим в эти параметры, в эти наши теги информацию, которую мы передаем на сервер, и смотрим, как сервер ее воспринимает, какие нам статус-коды возвращает, к примеру, и ответы. Проверки с обязательными и необязательными атрибутами, опять же, как я уже говорил, чуть выше смотрим, что у нас required и mandatory обязательно должно отправляться в запросе, опять же, как себя ведет система. Проверки с дополнительными и недопустимыми значениями. Опять же, добавляем какие-то параметры, которые у нас не указаны в тестовой документации, либо же в примерах наших запросов. Смотрим, как ведет себя система. Либо же, если у нас, например, указан, что у нас в параметрах числовой тип, а мы пишем буквы, то система тоже должна ругнуться и выдать нам неправильный ответ. Не система, а сервер. Различные типы данных вместо строки числа, вот эти вещи между собой сопоставимы. Дубликаты атрибутов, элементов. Берем наш элемент, к примеру, паспорт, копируем его несколько раз, отправляем, смотрим, как ведет себя система.
Порядок атрибутов элементов. Если у нас задан четкий порядок, и мы, например, его нарушаем, то, опять же, система должна ругаться. Сервер должен прислать нам какой-то статус-код о том, что не была обработана наша информация, которую мы отправляем на сервер. Играемся с длинными строк и чисел и невалидные данные. Я говорил о невалидных данных с точки зрения синтаксиса JSON и XML на прошлом занятии. Там достаточно много информации, поэтому, опять же, переходим к прошлому занятию, изучаем. Если вы вдруг, например, даже открыли это занятие до того, как узнали о теории с точки зрения тестирования веб-сервисов, то тоже изучаем эту информацию. Это то, что касается наших запросов. И то, что касается ответов, как я уже сказал, мы смотрим статус-код, смотрим тело ответа и какой текст ошибок нам приходит. Опять же, если у нас в документации прописано, что должен прийти определенный статус-код и определенный текст ошибок, и они не совпадают, то этот баг мы заводим этот баг в систему. И, как я и обещал, пример нашего тест-кейса. То есть он создается по тому же принципу, как и обычные наши тест-кейсы. Это summary, наше название, заголовок. Это priority, то есть порядок исполнения этих тест-кейсов. Тест-type, здесь у нас регрессия и автоматизация. Наши шаги, то есть мы запускаем REST request, наш запрос, такой-то метод URI, который позволяет нам этот метод запустить, хедеры, которые у нас содержатся в нашем запросе, и body, то есть здесь уже в формате JSON прописано, что мы отправляем на сервер. И также прописан expected result в виде нашего респонса, то есть body от респонса. И то, что вот такая вот группа с таким-то ID должна была быть создана. И обязательно, как я и говорил, проверяем это на UI, то есть переходим по нашему URL и проверяем, что действительно данная группа была создана. То есть вот так вот выглядят наши тест-кейсы. Ничего сложного, стандартно, просто в наших шагах указываем для запросов те данные, которые мы отправляем. Для результатов expected мы записываем сюда уже наши информации о body, что мы должны получить вообще от нашего сервера. И в таком русле оформляем наши тест-кейсы в наших системах, которые позволяют их сохранять. То же самое и с багами, то есть шаги воспроизведения, прикладываем на, если что-то пошло не так, к примеру, пришел неверный ответ от сервера, прикладываем этот JSON уже непосредственно к нашему баг-репорту, и уже разработчик будет работать с ним. Вот такой длинный урок у нас получился, немножко больше, чем я планировал, так как хочется вам рассказать много об этой теме. Если вам интересно узнать, как работать с Postman, как работать с SOAP UI на более углубленном уровне, то обязательно дайте мне знать в комментариях. Я думаю, что после того, как я закончу записывать основной курс «Тестировщик с нуля», я начну разбирать какие-то вещи более подробно, какие-то тулы, для того, чтобы вы могли уже изучать их на уровне не просто начинающего тестировщика, а, возможно, продолжающего. И надеюсь, что эта информация будет вам полезна. Тоже касается и других тулов, которые очень часто упоминают в комментариях к моим видео. К примеру, тот же самый Git, либо же Jenkins, либо же, не знаю, Docker. Я на самом деле не так часто сталкивался в своей работе с некоторыми такими специфическими тулами. То есть на первом месте работы я пользовался только бэктрекингом в основном и тестировал все с точки зрения UI, поэтому у меня нет такой хорошей экспертизы по данным тулам. Но вот сейчас на новом месте работы я уже потихоньку начинаю ее получать, так как на новом месте работы мы это используем. Поэтому я думаю, что на момент того, когда выйдет в свет уже последний урок по тестированию с нуля, я начну записывать для вас видео,
как вы просите, о практических аспектах различных тулов, но думаю, что какие-то базовые вещи я смогу рассказать вам еще до этого. Поэтому обязательно пишите все, что вас интересует. Я создаю контент-план на основании ваших запросов. То есть вот вы хотели узнать что-то по тестированию API, я подготовил такое занятие. Вы хотите узнать что-то о Git, я обязательно тоже запишу для вас базовое занятие, расскажу о том, какие там есть репозитории, что такое ветки, как можно клонировать эти репозитории, как они вообще между собой взаимосвязаны и вообще для чего необходим Git с точки зрения девелопмента и даже тестирования. Поэтому подписывайтесь на данный канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. А мы с вами увидимся совсем скоро. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Одним из часто задаваемых вопросов от вас является, что же такое API и зачем нам его тестировать? Если помните, у меня есть 2 отдельных видео по этой теме, но, видимо, нужно третье на более простом языке. Самое простое и распространенное объяснение API – это интерфейс или способ взаимодействия одной системы с другой. То есть, к примеру, любая плата, которая идет, не знаю, в авиакомпании, когда мы покупаем какой-то самолет, покупаем товар в онлайн-магазине, идет через API платежной системы. То есть мы подключаемся к ней через вот этот вот способ взаимодействия, либо интерфейс. Но также стоит отметить, что и компоненты внутри системы какой-то определенной также общаются через API. То есть у нас существует 2 их типа. Так называемый локальный API, Local API, и удаленный API, Remote API. Локальный API – это то, что позволяет компонентам одной системы, одной программы взаимодействовать между собой, а Remote API позволяет нам связывать между собой несколько систем. И именно когда мы говорим про Remote API, то, скорее всего, имеем в виду уже нами известный SAP протокол и REST, архитектурный стиль. Более подробно о них вы можете узнать в 17 и 18 уроке моего курса «Тестировщик с нуля», поэтому я не буду сейчас более подробно останавливаться над этим. Просто знайте, что именно SAP и REST используются для связи нескольких систем, так называемых веб-сервисов. Стоит отметить, что API всегда появляется раньше GUI, то есть какого-то графического дизайна, графической оболочки. Поэтому мы можем тестировать API в то время, когда, к примеру, фронтенд-разработчик еще занимается каким-то GUI-представлением. То есть это может позволить нам сэкономить время, либо же избавить нас от какой-то прокрастинации на рабочем месте, пока мы чего-то ждем. Также очень часто можно встретить такое определение для API, что это своего рода контракт. То есть между нашими программами составляются различного рода договора, которые указывают, как к этой программе можно обращаться. И когда мы говорим об API, нам нужно знать, как он вообще работает, как мы можем его вызвать. Вызов API происходит с помощью 3 таких действия. Во-первых, вызов самой операции, которая нас интересует, данных, которые мы подаем на вход, и выходных данных, которые мы получаем, когда обрабатываются входные данные. То есть это может быть какой-то контент, к примеру, тело нашего запроса, либо же сообщение об ошибке, статус-код. И, как вы видите, можно соотнести каждый из этих пунктов с уже известными нам методом, реквестом и респонсом. То есть сама операция – это метод, который нас интересует, то есть мы обращаемся к нашему серверу, к примеру, через get или post. Get в случае, когда мы просто хотим получить какую-то информацию от сервера, и post, если мы хотим какую-то информацию туда залить. Это мы делаем с помощью нашего HTTP реквеста и получаем в итоге какой-то ответ от нашего сервера. Это уже будут наши выходные данные. То есть вот именно так и работает наш API. И API могут быть абсолютно разные. Как мы с вами знаем, когда изучали с вами SAP, мы обращались к программе users, и там были различного рода методы, которые позволяли нам регистрироваться в систему, которые позволяли нам что-то видоизменять в ней. И таких методов может быть огромное количество. То есть на каждую такую функцию, которая нас интересует, и функциональность, разработчик может написать
непосредственно свой какой-то метод. Именно это мы и тестируем в рамках нашего API. Также эти API можно не разделять как-то, а делать одно общее API, с которым мы будем работать в дальнейшем. И также нам с вами нужно знать, как вообще мы можем обращаться к API, как мы его можем вызывать. Есть 4 таких основных способа, так называемые прямые методы вызова API и косвенные. Первые 3 как раз таки будут прямыми. То есть вызов функции самой системы — это когда мы говорим про наш локальный API, когда компоненты общаются как-то между собой с помощью этого вида интерфейса. По сути, мы это не тестируем, потому что это происходит на программном уровне, и сам разработчик закладывает какую-то логику в это. Следующий момент — это когда мы вызываем метод другой системы. Какая-то система обращается к другой системе. То есть, по сути, это вот самый распространенный кейс для тестировщика. Тестировщика веба, тестировщика API. То есть у нас, к примеру, есть одна система, это наш сайт, какой-то агрегатор туристических путевок, и мы с помощью API можем обращаться к платежной системе. Тогда мы и тестируем непосредственно этот интерфейс. Также человек может сам вызвать какой-то метод. К примеру, нам необходимо залить большое количество тестовых данных в нашу систему. И чтобы нам это долго не делать на GUI, мы можем воспользоваться API. То есть мы открываем наш Postman, пишем какой-то HTTP request с помощью метода post, заливаем те данные, которые нам нужно указать, к примеру, в поле регистрации, либо же когда мы редактируем какого-то пользователя, и запускаем наш request. После этого он отправляется на сервер, и все данные у нас попадают в те поля, которые нас интересуют. Нам не нужно ручками очень долго все это вбивать. И когда мы говорим про косвенный вызов API, мы имеем в виду то, что даже если мы работаем с GUI, с нашим графическим интерфейсом, графической оболочкой, все равно это GUI взаимодействует с API, потому что пользователя интересует именно фронтенд. А то, что происходит под капотом, ему не интересно. То есть, к примеру, у нашего пользователя есть какая-то кнопочка, то есть он, к примеру, хочет отправить какой-то отчет, он заполняет свои данные, нажимает на эту кнопочку, и все, у него все ушло куда-то, его это не интересует. Главное, чтобы, к примеру, другой пользователь смог этот отчет открыть. Но на самом деле, когда, вы же понимаете, мы нажимаем на какую-то кнопку, у нас запускается определенный метод. Скорее всего, в данном случае это будет пост. И мы все-таки обращаемся к API. То есть такими способами мы можем вызвать наше API и взаимодействовать с другой системой. Опять же, как я уже сказал, это самый распространенный кейс, но в принципе вы можете запомнить, что API используется не только для каких-то удаленных задач и для связи и взаимодействия нескольких систем, но и для работы внутри одной системы, когда один компонент обращается к другому. Поэтому я надеюсь, что после такого небольшого экскурса вам стало более понятно вообще, что такое API, как с ним работать, для чего он создан, и у вас пропадет страх перед таким вопросом вообще на собеседовании, когда вас вдруг спросят, например, для чего вообще существует API, и вы не будете только хлопать глазами и не понимать, что вот вы знаете только SAP и REST, и все, на этом ваши знания про тестирование API заканчиваются. Надеюсь, что данное видео было вам полезным. По традиции вы можете поставить лайк, написать свой комментарий, а также подписаться на канал, если вы здесь впервые. И не забывайте про другие мои социальные сети, где тоже содержится большое количество полезной информации по тестированию, особенно для начинающих тестировщиков. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Как и обещал, сегодня мы начинаем небольшой мини-курс, посвященный тестированию REST API с помощью инструмента Postman, на котором мы с вами более подробно рассмотрим функциональность данного инструмента, данного тула, посмотрим, чем он может помочь тестированию и научимся немного тестировать с помощью данного инструмента. Пока не могу сказать точное количество занятий, но с полной уверенностью могу сказать, что их будет намного меньше, чем в основном курсе «Тестировщик с нуля». Если вы еще до сих пор не посмотрели его и в первый раз на этом канале, то сейчас вверху появится ссылка на данный курс.
и вы сможете ознакомиться с ним до того, как погрузитесь в тестирование API. Ну что же, начнем. Для начала я хотел бы вам рассказать, где можно черпать информацию про данный инструмент Postman непосредственно без использования каких-то дополнительных ресурсов, а именно на самом сайте. Когда мы заходим на сайт postman.com, есть такая вкладка, которая называется Learning Center, где содержится документация по данному инструменту. То есть вы можете перейти к ней и прочитать, что вообще содержится в данном инструменте. То есть здесь очень подробненько расписано, что вы можете делать с помощью него. Как обычно, у нас все на английском языке, поэтому морально себя готовим к тому, что нужно погружаться в атмосферу английского языка. Именно данной информации будет достаточно для того, чтобы вам разобраться в данном инструменте без прибегания к каким-то дополнительным ресурсам. Поэтому обязательно изучите ее. И также есть небольшие видео, посвященные тоже основным функциональностям данного инструмента. То есть вы можете на них перейти и посмотреть. Опять же, там буквально 5-6 видео, которые занимают не более 10 минут, поэтому тоже приучайте себя к тому, чтобы пользоваться теми данными, теми ресурсами, которые дает официальный источник. Это то, что касается того, где мы можем изучить информацию на самом сайте. И также в самом инструменте Postman, когда мы его открываем, есть такая штука, как Bootcamp. Это достаточно распространенное определение для таких вот как бы лагерей, которые позволяют вам впитывать информацию, посвященную различным IT-штукам, будь то язык программирования, разработка, или, как мы сейчас с вами видим, тестирование API с помощью инструмента Postman. То есть можем тоже сюда перейти. Здесь есть набор из уроков по каждой, скажем так, функциональности Postman и как мы можем их использовать как в мануальном тестировании, так и в автоматизированном тестировании. То есть тоже можно их пройти и для себя узнать что-то новое по данному инструменту. Как будет построен наш небольшой курс, я расскажу вам на нескольких уроках про основные элементы данного приложения, как их можно использовать в тестировании, и мы с вами после, скажем так, погружения в сам функционал, в саму функциональность, простите. Да, кстати, насчет функционала и функциональности. Вы, наверное, ни разу от меня не слышали, чтобы я использовал слово функционал, потому что это, по сути, математическая функция. И очень часто даже опытные тестировщики почему-то называют функциональность функционалом. И меня это на самом деле очень сильно коробит. Поэтому приучите себя к этому слову функциональность. Никогда не применяйте слово функционал. Я себя иногда тоже пресекаю, когда пытаюсь использовать в своей речи это слово. Запоминай, функциональность. Поэтому мы рассмотрим с вами интерфейс этого приложения и как различные элементы в нем могут помочь нам в ручном тестировании. Здесь все достаточно стандартно, то есть у нас есть какая-то навигационная панель с контекстным меню, то есть файл, edit, view, help. Все стандартно, как и в любом другом приложении, которое мы с вами можем скачать, установить и использовать. Что нас сегодня будет интересовать? Во-первых, Workspace. Что такое Workspace? Это наше рабочее место, в принципе, понятно из названия. Для чего оно служит? То есть мы можем создавать определенный перечень коллекций, где у нас будут храниться наши реквесты, образцы реквестов. И именно, скажем так, сьют этих коллекций будет называться Workspace. Ничего сложного. Существуют частные Workspace, рабочие места, которые мы также можем обновлять и добавлять что-то новое, а также редактировать их. И существуют, скажем так, командные workspace, в которых мы можем работать с различными тестировщиками, к примеру. У нас есть команда тестирования, где мы делимся нашими коллекциями реквестов, самими реквестами, чтобы эти тестовые данные не создавало большое количество людей. То есть мы можем передавать информацию друг дружке и работать вот в одном этом workspace, чтобы не плодить лишние тестовую документацию, к примеру, либо тестовые коллекции для нашего использования. Опять же, здесь тоже работает все точно так же. Мы можем создавать эти Team Workspace и работать в них. Мы же с вами будем работать в персональных workspace, и давайте создадим для наших тестовых целей какой-нибудь workspace. К примеру, назовем его Test Workspace. Ничего нового и креативного, скажем так. То есть здесь может быть какой-то еще summary дополнительное. Опять же, у нас выбрано то, что это персональный наш workspace. И все, здесь больше мы ничего не можем менять. То есть мы создаем этот workspace, и мы теперь можем выбирать, в каком workspace мы будем работать. В данном случае мы используем наш тест, который только что создался.
И для нашего удобства созданы так называемые коллекции, в которых мы можем хранить наши реквесты. То есть, к примеру, у нас есть какое-то приложение, где есть ряд модулей, и мы хотим на каждый модуль создать отдельный набор реквестов, отдельную коллекцию. Давайте так и назовем. К примеру, у нас будет, опять же, какая-нибудь тестовая коллекция. Здесь мы можем добавить description. Если, к примеру, мы хотим применить какую-то авторизацию для всей коллекции, то есть у нас, к примеру, есть пароль и логин для входа в систему, и мы хотим, чтобы нам не каждый раз применять эту авторизацию по новой, чтобы она использовалась для всех реквестов, которые мы добавим в эту коллекцию по умолчанию, мы можем добавить ее сюда, и в зависимости от того, какая у нас авторизация применена на сайте, мы можем ее выбрать и добавить эту информацию. Пока у нас нет никаких авторизаций специфических, поэтому мы не будем их добавлять. Также есть возможность добавлять какие-то pre-request скрипты. Что это значит? То есть эти скрипты отрабатываются до момента отправки нашего запроса на сервер. То есть мы сюда прописываем какой-то код на JavaScript, и он отрабатывается. Наши тесты, опять же, если мы используем какие-то автотесты, написанные на JS, тоже мы можем сюда добавлять, чтобы они автоматически отрабатывались для всей тестовой коллекции. И также переменные. Про переменные мы поговорим с вами чуть позже. Поэтому просто знайте, что это какой-то набор значений, который будет применяться к нашей коллекции при определенных условиях. Давайте создадим нашу коллекцию. Test collection, к примеру. Пусть будет 1. И больше мы ничего пока к ней не будем добавлять. В самой коллекции мы можем добавлять еще какие-то фолдеры, то есть папки. К примеру, если мы хотим создать отдельную папку на get-запросы, отдельную папку на post-запросы, отдельную папку на delete-запросы, на put-запросы, то есть мы можем тоже их также как-то специфицировать между собой. Давайте создадим папку get. Так. И когда мы откроем, у нас уже будет тут вот папочка get. И давайте создадим, к примеру, папку post еще дополнительно. И еще хотелось бы отметить, что здесь также мы можем непосредственно к самой нашей коллекции добавлять типы авторизации различные и наши скрипты как до отправки запроса на сервер, так и после. Наши тесты. Теперь у нас есть две папки, в которые мы можем добавлять наши реквесты. В рамках наших занятий мы будем использовать достаточно распространенный тестовый API, который можно найти по вот следующему URL. Это regress.in. Это достаточно популярная штука, ее используют во многих, скажем так, обучающих курсах, которые показывают на YouTube, поэтому мы также используем ее. Вы можете использовать и другие, скажем так, тестовые API, про которые мы с вами говорили в уроке 18, когда делали такое овервью про Postman и SOAP UI. То есть я там вам рассказывал, например, про Swapy, где вы можете протестировать API, который посвящен Звездным войнам и героям, элементам, которые были в этой киносаге, и другие различные ресурсы, которые вы сможете найти. То есть любая тестовая API, к примеру, если вы найдете тестовую API для контакта, для Google, для Google Maps, вы можете использовать все, что угодно. Поэтому не привязывайтесь только к regress.in, а находите наиболее удобные и, возможно, интересные для вас тестовые API. То есть это достаточно легко можно сделать. И, как я уже сказал, у нас здесь будут get, post запросы, также здесь есть образцы patch запросов, delete, put запросов. И, по сути, вот так вот может выглядеть ваша тестовая документация, которую вам передает разработчик. Потому что тестирование API, в принципе, невозможно без тестовой документации. То есть, когда ее нет, достаточно тяжело представлять вообще, что мы должны получать от сервера, какие у нас должны приходить респонсы с каким статус-кодом, что мы должны видеть в теле того же респонса. Поэтому обязательно трясем наших разработчиков, чтобы они предоставляли вам качественно написанную тестовую документацию. Она может выглядеть таким способом, может выглядеть в виде Word, может выглядеть, как мы с вами рассматривали в Confluence, когда говорили о примерах API от Ольги Назиной. По-разному это все может выглядеть. В данном случае она выглядит, тестовая документация, именно так. То есть у нас есть какой-то набор наших, скажем так, методов с их названиями. Есть наш базовый URL, то есть который мы будем всегда использовать по умолчанию. Это наш regress.in. И есть наши endpoints, которые мы будем добавлять для того, чтобы наш метод запустился. И давайте ради интереса попробуем протестировать наш
вот этот list users. То есть нам покажет список пользователей, которые зарегистрированы. Для этого мы копируем наш базовый URL, нажимаем на New, Request, Request Name так и назовем, List Users. И у нас, видите, есть тут уже тестовая коллекция, которую мы создали. То есть мы могли как создать свою прямо отсюда, так и использовать существующую. И здесь же мы могли создать уже какую-то папку. Но у нас уже создано, поэтому мы воспользуемся get папкой, добавим сюда и нажимаем Save to Get. Description поле у нас опционально, поэтому мы его не заполняем. Оно нам здесь не нужно. Итак, мы создали с вами наш запросик. Теперь мы вставляем сюда наш базовый URL. И должны добавить наш endpoint. Для вашей простоты вы можете просто нажать на данный request, и вам покажет также ответ сервера, но в таком не совсем удобочитаемом виде. Поэтому мы можем скопировать прямо отсюда нашу информацию с базовым URL и с endpoint. И больше нам здесь ничего специфицировать не надо. Как мы видим, у нас здесь уже автоматом вставлены параметры. Параметры служат для того, чтобы мы могли осуществлять некую фильтрацию. То есть сейчас мы хотим увидеть страницу номер 2. Отправляем наш запрос. И показывается вот эта наша страница. Показывается наш статус-код 200. Это наш код successful, то есть все прошло хорошо. И дальше есть непосредственно уже body, тело нашего респонса. И давайте сравним, действительно ли оно совпадает с тем, что у нас есть на request.in. То есть смотрим 7, 8, 9, 10, 11, 12 и вот эта информация. То есть сравниваем 7, 8, 9, 10, 11, 12. Наша еще одна информация, которая содержится в JSON. То есть мы это должны сравнить, и если оно совпадает, то у нас все прошло хорошо, то есть тест прошел успешно. Мы можем говорить о том, что да, это действительно работает. Это такой простой пример того, как мы можем использовать Postman в тестировании. И обязательно мы должны сохранить наш запрос get, просто нажимаем Ctrl-S, потому что если мы этого не сделаем, то тогда он не сохранится в нашем фолдере, в нашей папке. Мы с вами рассмотрели наш workspace и рассмотрели непосредственно коллекции, для чего они служат, как мы можем добавлять сюда папки, как мы можем добавлять сюда запросы. И, в принципе, на этом наш первый урок, такой вводный, мы можем заканчивать. На следующем занятии мы с вами рассмотрим то, как мы можем запускать наши реквесты массово из одной коллекции, если у нас их несколько штук, и поговорим с вами о переменных. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Сегодня мы продолжаем погружение в инструмент Postman и поговорим с вами более подробно про переменные и окружение, а также пару слов затронем про коллекции. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели, как можно создать коллекцию, создать папку внутри нее и также добавить запрос внутри этой папки. Также пару слов посвятили Workspace и для чего он служит. Если вы не смотрели первое занятие, то, пожалуйста, перейдите по ссылке, которая появится сейчас сверху, и освежите, либо узнайте что-то новое для себя. Возвращаясь к тому, на чем мы закончили на прошлом занятии, я забыл вам рассказать еще про то, на что мы можем также обратить внимание при отправке запроса и получении респонса. То есть, как я уже сказал, мы обращаем внимание на наш статус-код. Обычно он прописывается в нашей тестовой документации. То есть, как мы видим, здесь у нас 200-й статус-код, он совпадает, да, окей. Также есть время обработки нашего запроса и получения респонса от него, то есть 1970 миллисекунд. Опять же, это время может быть как-то регламентировано. И размер нашего body и хедеров. Также мы можем с вами посмотреть на куки, если они используются, и различные хедеры, где у нас содержится различная служебная информация. Тоже изучить ее, если есть такая необходимость. И если бы, к примеру, мы добавляли какой-то скрипт сюда, тест, и запускали его,
то также здесь бы хранилась информация о том, успешно он прошел или нет. Мы с вами чуть дальше рассмотрим, как это можно использовать, используя стандартные тесты, которые предустановлены в Postman. Давайте добавим еще один запрос. Уже давайте добавим пост. Перейдем с вами на сайт regress.in и найдем какой-нибудь пост-запрос. Можно пройти, к примеру, самый первый регистр. То есть, что у нас регистрация прошла успешно. Для этого мы с вами можем для удобства сразу нажать на request, скопировать эту информацию с нашим базовым URL и с endpoint. Для начала еще мы назовем наш request как регистр. Registration, давайте, лучше будет так. Registration. Папки пост, то есть здесь уже сразу автоматически у нас все выбралось, потому что мы создавали непосредственно в ней. Сохраняем. Как мы с вами видим, так как у нас по умолчанию стоит метод get, мы должны его поменять на пост. Если мы с вами не сохраним этот запрос, он будет отмечен красным кружочком, и здесь информация также не сохранится. Поэтому давайте нажмем на Ctrl-S, и у нас все поменялось. Наш запрос в таком вот виде уже сохранен. Но для того, чтобы он сработал, мы должны добавить наш базовый URL и добавить endpoint. Давайте попробуем запустить. И у нас появляется сообщение об ошибке. Почему оно появляется? Потому что мы не передали никакую информацию на сервер в нашем боди. Для того, чтобы добавилась информация о e-mail или юзернейме. Для этого мы переходим во вкладку Body. Возвращаемся на наш regress.in. И мы должны добавить наш запрос, именно тело, которое вот здесь у нас есть в образце. Для нашего использования. То есть мы таким образом можем передать данные. Для этого мы добавляем наш JSON, используя табину body, и обязательно выбираем radio button row. И также здесь мы выбираем JSON из дропдауна. Попробуем отправить сейчас, посмотрим, что получится. Все прошло успешно. Проверяем наши документации. ID 4 и такой вот токен. Да, действительно, мы добавили такого пользователя в нашу систему. Статус-код 200. Смотрим. Да, действительно, статус-код должен быть 200. Все прошло успешно. И опять же, по сути, мы выполнили этот тест. Все прошло хорошо. То есть это наш первый позитивный тест, когда мы отправляем те данные, которые содержатся у нас в документации. Добавляем наш request, отправляем его и получаем респонс, который также есть в доках. Обязательно после того, когда мы ввели нашу информацию о баде, мы должны опять же сохранить наш пост-метод. Потому что если мы этого не сделаем, то когда мы захотим запустить нашу коллекцию и все реквесты из нее, то будет использоваться только сохраненный request, где у нас вообще не было никакой информации, потому что мы ее не сохраняли для этого. И давайте теперь попробуем запустить все наши реквесты сразу, для того, чтобы, если бы у вас, к примеру, был не один, не два реквеста, а десятки, сотни, возможно, тысячи ваших каких-то тестовых кейсов, и хотели бы сразу их все проделать, чтобы не тратить на это время, а сделать все это с помощью, скажем так, одной кнопки. Для этого мы с вами заходим в нашу коллекцию, выбираем вот эту стрелочку, нажимаем Run, немножко ждем, и у нас добавляются все наши реквесты, которые содержатся в коллекции, в наших папочках. И здесь мы можем менять порядок, скажем так, наших реквестов, либо же тест-кейсов, когда мы добавляем туда какие-то тесты к ним. Для чего это сделано? К примеру, если мы хотим сначала зарегистрировать нашего юзера, и потом уже проверить действительно список юзеров, содержится ли он в нем в базе данных. Когда мы можем сначала добавить наш request пост, где мы регистрируемся, и потом получить наш список юзеров. То есть результат первой нашей проверки является первым шагом для запуска следующей нашей проверки. То есть иногда тест-сьюты в принципе так и работают. Дальше мы можем выбрать какой-то environment, если он у нас предустановлен. Мы с вами поговорим про окружение чуть позже. Итерация — это количество повторений наших реквестов. В данном случае нам не нужно запускать несколько циклов, поэтому выбираем цифру 1. Delay — это
задержка между выполнением наших тестов. К примеру, нашему серверу необходимо некоторое время после того, когда мы регистрируем на нем пользователя. Поэтому мы можем выставлять сюда вот эту задержку. Если бы у нас какая-то информация, которая должна была отправляться на сервер, содержалась бы в каком-то файле, к примеру, в CSV, то мы могли бы сюда добавить также такой файлик. Дальше у нас есть ряд чекбоксов, то есть мы можем сохранить наши респонсы, если нам это необходимо, оставить наши переменные после того, когда мы их, к примеру, добавим. Также мы можем запускать коллекцию без использования сохраненных cookies. И также мы можем сохранять наши куки после того, когда мы запускаем нашу коллекцию. И давайте с вами теперь запустим нашу коллекцию. Все прошло хорошо, как мы с вами видим. Зелененьким отмечается то, что все прошло успешно. Красненьким, если у нас что-то пошло не так. В данном случае все прошло хорошо. И мы можем наши результаты, к примеру, куда-то экспортировать, если нам это необходимо. Экспорт у нас происходит, если не ошибаюсь, в формате JSON. Вот таким образом мы с вами можем запускать наши коллекции, где содержится некоторое количество наших запросов, чтобы ускорить нашу работу. Давайте теперь поговорим про переменные. Что же это вообще такое? Вообще переменные — это, назовем их так, элементы, которые могут иметь разные значения. И эти переменные могут использоваться для разных мест, к примеру, для разных запросов, для разных коллекций, и их можно изменять массово, не заходя в каждый конкретный запрос. Как это вообще работает? Потому что, возможно, вам немножко непонятно вообще, что я сейчас сказал. Смотрите, как вообще можно добавлять переменные? То есть мы можем зайти, к примеру, в нашу коллекцию и нажать на Edit, выбрать вкладку Variables и добавить их. К примеру, мы хотим добавить наш URL как переменную, которую мы будем использовать в этой коллекции постоянно. Для этого мы придумываем какое-то наименование для нашей переменной. И в current value мы добавляем этот URL. Давайте его скопируем, наш базовый URL, который мы будем использовать. И нажать Update. Теперь данный URL у нас будет использоваться для всех папок, всех запросов, которые в них содержатся в этой коллекции. То есть, к примеру, мы хотим создать еще один get-запрос. Для этого мы добавляем новый request. Давайте посмотрим, какие мы можем еще get'ы сделать. Ну, вот этот вот single user. Информацию про какого-то определенного нашего пользователя получить. Опять же, мы с вами, как мы с вами помним, копируем данный базовый URL с endpoint. Здесь мы пишем single user. Save to get. У нас появляется этот новый запросик. Мы добавляем наш этот line, который нам будет необходим. Сохраняем обязательно наш запрос. И нажимаем Send. К нам приходит та информация, которая нас интересовала, статус код 200, ну и, в принципе, та информация, которая у нас содержится в документации. И для того, чтобы, к примеру, нам здесь не использовать этот regress in постоянно, так как мы добавили уже URL-ку как переменную, мы можем ее заключить в две фигурные скобки, добавить URL. И теперь, когда мы будем юзать данный request, у нас все пройдет хорошо. То есть у нас будет использоваться та переменная, которую мы уже забили в систему. И мы можем теперь в каждом конкретном нашем запросе использовать именно не вот этот вот большой URL, который нужно постоянно откуда-то копировать, а просто используя нашу переменную для данной коллекции. Вот так они работают. То есть также мы можем задавать переменные, к примеру, для наших ключей, для наших значений и тоже их использовать в нашей работе. Опять же, как мы с вами видим, они тоже хорошенько у нас используются. Можем проверить здесь, что у нас сейчас все пойдет нехорошо. Ну, как мы с вами видим, уже запрос отправляется очень долго, не появляется никакая ошибка, поэтому, скорее всего, что-то идет не так. Вот таким образом мы можем использовать переменные для упрощения, опять же, нашей работы и для того, чтобы не плодить большое количество значений, для того, чтобы их не искать постоянно, мы просто запоминаем
данные переменные. И что хорошо, сама система подсказывает нам, что мы можем использовать, к примеру, наши переменные. То есть, все работает как стандартный компилятор для кода, есть наши вот эти вот подсказки. Давайте сохраним все наши проапдейченные запросы. И пару слов еще хотел бы вам рассказать про вот эти вот environment, наши окружения, тоже как они могут работать. Для чего они вообще служат? По сути, environment — это набор каких-то переменных, которые мы используем для того или иного окружения. То есть в данном конкретном случае у нас еще не созданы никакие окружения, но мы можем их создать. Для этого мы нажимаем вот сюда, на наши такие тоглы, где написано Manage Environments, то есть управление нашими окружениями. Если мы выберем Globals, то данные переменные будут применяться вообще ко всему. То есть они никак не видоспецифичны и не связаны с какими-либо environment'ами. То есть мы сюда, к примеру, можем забить информацию о e-mail, если мы будем его часто использовать, каких-то, к примеру, паролях, к примеру, о, не знаю, имени. И здесь есть две возможности. То есть мы даже когда с вами вводили переменные, я почему-то вводил в current value информацию. Почему я не вводил в initial value? Потому что данная информация, она может быть расшарена с другими членами, к примеру, вашей тимы, и хранится на серверах Postman. То есть не рекомендуется сюда сохранять какую-то чувствительную информацию, типа паролей, e-mail, если это действительно чувствительная информация, либо же там, номера телефонов и прочее. То есть лучше использовать current value в данном случае для того, чтобы только вы могли просмотреть эту информацию. То есть вот эта информация, она not sensitive. Назовем ее так. То есть сюда мы не добавляем никакие чувствительные данные. И теперь мы можем сохранить этот environment как globals. И в данном случае у нас теперь можно, к примеру, использовать эти переменные из environment. То есть они у нас будут доступны всем. То есть, как вы видите, у нас теперь здесь отображается информация initial, current и scope. То есть это global. Также мы можем добавлять переменные для какого-то вида специфичного окружения. К примеру, мы можем создать его. И, к примеру, у нас есть несколько, скажем так, сред, в которых мы работаем. Есть dev, есть stage и есть, к примеру, prod. Dev — это там, где наши друзья-разработчики что-то придумывают, разрабатывают новые фичи, и к которым, к примеру, мы не имеем доступа, и, в принципе, нам это не надо. Stage — это уже какая-то стабильная версия, когда, к примеру, разработчики все, что им было необходимо, сделали, и нам теперь это нужно протестировать. То есть они перемещают этот код на stage environment, и мы можем уже на нем работать. То есть мы находим там какие-то баги, заводим их в систему, после этого разработчики их получают, возможно, со stage опять же переносят этот код на dev environment, опять с ним работают, опять перемещают на stage, к примеру, и мы опять это тестируем. То есть это стабильная версия. Когда мы находим какие-то баги, их фиксят, и уже когда мы действительно приходим к такой точке, когда все критичные баги пофикшены, и мы можем, к примеру, давать добро на то, чтобы их заливали на прод. А прод — это уже продакшн, где работает непосредственно наш заказчик, к примеру, наш кастомер, либо пользователи. То есть для них тоже могут быть какие-то отдельные видоспецифичные переменные. То есть, к примеру, мы хотим создать для нас переменные для стейджа. То есть там другие могут быть пароли, другие мейлы, другая информация, которую мы используем в реквестах. И опять же мы сможем их как-то использовать. Давайте назовем это password stage key. Initial value, как мы с вами помним, sensitive. И добавим какой-нибудь очень сложный пароль. Так, мы сохранили. Теперь у нас появилась еще дополнительная возможность выбрать это окружение. И теперь мы можем из вот этого дропдауна выбирать тот набор переменных в environment, который нам необходим. К примеру, stage мы хотим. И здесь у нас тоже есть пароль. И тогда у нас, когда мы будем вводить данную переменную, у нас будет использоваться как пароль, который у нас global, то есть он доступен всем, и password stage, который у нас доступен только для данного окружения. И мы можем его опять же юзать здесь.
Если, к примеру, мы с вами опять вернемся к noEnvironment и попробуем запросить пароли, то у нас не будет доступна возможность выбрать пароль из окружения, который мы сделали именно для стейджа. Таким образом, мы тоже можем кастомизить и упрощать нашу работу с тем или иным окружением, с теми или иными тестами на нем. И еще одно место, в котором мы можем использовать переменные, это когда мы, к примеру, запускаем наши коллекции. Мы с вами помним, что там есть такой дропдаун, который также называется environment. И опять же, мы здесь можем выбрать видоспецифичный environment, если у нас используются какие-то переменные в нем, которые специфичны именно для него. То есть тоже в этом месте мы можем, скажем так, настраивать те переменные, которые мы будем использовать при тестировании. Надеюсь, что вам стало немножко понятнее о том, что такое переменные, что такое environment, как мы можем их использовать для упрощения нашей работы, и также то, как мы можем запускать наши коллекции и как это может упростить нашу работу. Это, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать сегодня, а на следующем занятии я покажу вам то, как мы можем использовать предустановленные тесты для тестирования API внутри инструмента Postman. Не забывайте подписываться на этот канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового видео. Комментируйте, оставляйте свои вопросы и обратную связь. Я обязательно отвечу и постараюсь помочь вам, если у вас возникнут какие-то сложности в использовании Postman. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Сегодня, как и обещал, мы с вами рассмотрим возможности предустановленных тестов, скриптов в инструменте Postman и как они могут облегчить нам работу для каких-то базовых задач по мануальному тестированию API. Мы с вами уже научились создавать коллекции, узнали, что такое переменные, что такое окружение, как запускать коллекции и реквесты, которые содержатся в них, и как анализировать ту информацию, которую мы получаем в респонсе. Теперь же давайте поговорим немножко о практических аспектах использования нашего Postman в работе. Как я уже говорил, если мы откроем какой-либо созданный, к примеру, нами request, то есть такая вкладка, как тесты. Здесь мы можем прописывать наши скрипты для того, чтобы тестировать, действительно ли все отрабатывает хорошо, не возникают ли у нас какие-то ошибки. Можем посмотреть также, к примеру, совпадение каких-то значений в полученном нами респонсе, если мы знаем, что они должны быть там обязательно прописаны. И еще много-много чего. Сейчас я вам покажу несколько распространенных тестов, которые вы можете использовать в своей работе. Например, если мы знаем точно, что после запуска нашего реквеста, к примеру, должен приходить постоянно статус код 200, то есть все прошло хорошо, то мы можем использовать предустановленный вот этот наш сниппет. Это называется сниппет, то есть некий шаблон для того, чтобы использовать какие-то уже скрипты. То есть здесь уже разработчики Postman постарались и дали нам возможность использовать уже какие-то написанные ими скрипты в нашей работе. Но мне не очень нравится название, которое здесь есть. То есть статус-код из 200 – это просто констатация факта. Но мы должны дать этой проверке какое-то название, которое бы нас больше устроило. То есть здесь мы проверяем, что статус-код действительно 200. И смотрим на то, что 200 у нас прописано как здесь, так и здесь. То есть мы действительно сравниваем, что да, это переменная, которая у нас относится к статус-коду, равна 200. И теперь обязательно сохраняем. И когда мы запускаем наш request, у нас теперь уже в тест-результатах, если раньше у нас ничего не было, теперь есть информация о том, что данный тест пройден, и название данного теста. То есть из него мы уже точно понимаем, что да, действительно нам пришел код 200. Также, к примеру, мы можем посмотреть, что у нас в body, к примеру, есть обязательно такое значение, как first name. Для этого мы используем response body JSON value check.
Опять же, мы должны проверить, что да, действительно, это value чему-то равно. То есть давайте придумаем название. К примеру, опять же, это будет verify that first name equals Michael. И он у нас действительно посмотрит, что да, first name у нас равно Michael. First name, добавляем название нашей переменной вот сюда, где у нас было написано value. И значение, которое нам должно вернуться. Michael. И пробуем запустить наш тест. И ввиду того, что у нас в body содержится много имен, то есть не всегда это будет Michael, то давайте с вами проверим какое-нибудь другое значение, которое действительно будет считываться системой как одно и не будет различных разночтений. Давайте проверим, к примеру, page. Verify that page equals 2. Опять же прописываем наше значение page. И здесь будет 2. Пробуем отправить. И сейчас у нас все сработало хорошо. То есть, да, действительно у нас есть page в нашем response body. Вот оно. И page равно действительно 2. То есть мы можем таким образом использовать и настраивать те сниппеты, которые нам уже дают по умолчанию. Так как я не автоматизатор в тестировании, поэтому я не могу вас научить использовать какие-либо скрипты, которые могут написаны быть собственноручно. Поэтому вы можете на досуге поизучать вообще, какие есть здесь стандартные проверки, и попробовать их повидоизменять согласно тем требованиям, которые вас интересуют. И также, на что я хотел обратить еще ваше внимание, то есть вы можете, опять же, когда мы запускаем нашу коллекцию, так как у нас уже есть тесты внутри нее, когда мы запускаем ее, то мы с вами видим, что в list users у нас проводится вот этот вот тест. Видимо, мы не сохранили добавление нашего второго теста. Теперь, когда мы сохраним, когда мы перезапустим, то уже появляется два наших теста, и они действительно проходят хорошо. То есть все действительно хорошо. Для чего это может использоваться? К примеру, вы можете добавить такие вот проверки, те же статус-кода различные, и вам наглядно будет показываться то, что у вас действительно проходят тесты или нет. Если у вас в компании уже есть автоматизация, возможно, уже написаны тесты для Postman, то есть, опять же, для вашей наглядности, для создания красивой тестовой отчетности, для вашего заказчика могут применяться вот также и тесты, которые написаны с помощью языка JS и использоваться в вашей работе в дальнейшем. Вот такое небольшое занятие у нас сегодня получилось. Надеюсь, что вам теперь немножко стало понятнее, для чего вообще существуют тесты и сниппеты, которые у нас здесь есть уже предустановленные, и как их можно видоизменять для ваших целей, для целей мануального тестирования внутри API. А мы же с вами увидимся уже на следующем занятии и продолжим погружение в инструмент Postman на более глубоком уровне. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Сегодня мы продолжаем изучение инструмента Postman, и я хотел бы вам рассказать про использование файлов с расширением CSV, а также JSON для того, чтобы мы с вами могли загружать какие-то тестовые данные. В данном конкретном случае это будут переменные для запуска нашей коллекции, не прибегая к единичному заполнению body какими-то данными, а используя уже готовые документы для нашей работы, чтобы оптимизировать ее и ускорить этот процесс. Что мы должны для начала сделать? Предлагаю нам создать отдельную новую коллекцию для этих целей.
которую давайте мы так и назовем CSV plus JSON. И внутри этой коллекции давайте создадим какой-то новый request. Как мы с вами помним, мы работаем с таким сайтом, как regress.in, где есть тестовая документация и тестовые образцы запросов и ответов, которые мы можем использовать в целях обучения. И предлагаю с вами выбрать такой метод, как post, который позволяет нам зарегистрировать пользователя успешно. Для этого нам необходимо скопировать базовый URL и endpoint. Если вы не помните, что это такое, предлагаю вам посмотреть первое занятие, посвященное этой теме, где я немного подробнее рассказываю об этом. Для этого мы просто нажимаем сюда и копируем из адресной строки эту информацию. Далее мы создаем request, присваиваем ему какое-нибудь имя, давайте не будем долго думать, register, и сохраняем. По умолчанию здесь установлен запрос get, но нам необходимо post, потому что мы будем отправлять некую информацию на сервер и регистрировать нового юзера. Сюда мы вставляем нашу URL, которую мы скопировали с сайта regress.in. И теперь мы можем обычным нам способом с помощью вкладки Body, выбирая как бы сырой формат и JSON, я думаю, мы с вами уже все помним, как это работает, скопировать тело нашего запроса и отправить наш запрос на сервер. Все проходит успешно, появляется 200-й статус-код, который свидетельствует о том, что действительно все прошло хорошо. И возвращается ответ от сервера и вот такой вот body, то есть наш ID и токен. Что нам нужно сделать дальше для того, чтобы использовать файлы CSV и JSON для упрощения нашей работы? Во-первых, нам нужно создать дополнительные переменные для e-mail и для пароля, которые в дальнейшем будут у нас фигурировать в наших файликах CSV и JSON. Как мы с вами помним, окружение именно позволяет нам создавать большое количество переменных для определенной среды, в которой мы будем работать. Для этого мы нажимаем на управление нашими окружениями. Так как я не хочу создавать какие-то виды специфичные переменные, я выбираю globals, которые будут доступны для всех окружений. И здесь у нас уже есть e-mail и есть пароль. Initial value нас не интересует, так как если мы введем сюда какие-то данные, они будут доступны всем участникам нашей команды и в том числе будут храниться на сервере Postman. Нам нужно вводить данные в current value. Используем наши данные с сайта regress.in, копируем наш e-mail и пароль. Так, мы ввели наши тестовые данные, сохраняем. И теперь их можно использовать непосредственно в теле нашего запроса. Как мы с вами помним, мы используем две фигурные скобки. И сюда мы вставляем наш пароль. В фигурных скобках у нас содержится наименование нашей переменной. Обязательно сохраняем нажатием Ctrl+S. Наш запрос сохранился. Если мы еще раз попробуем отправить этот запрос, то у нас будут использоваться переменные из globals. И как мы с вами видим, опять появляются те же самые данные, то есть передались те данные, которые у нас были в тестовых. Что мы с вами будем делать дальше? Мы должны создать CSV-файл, в котором будет содержаться информация для этих переменных, для нашего e-mail и для нашего пароля. Для этого можно зайти на рабочий стол, нажать на правую кнопку мыши, создать и текстовый документ. По умолчанию у вас не будет доступно расширение файлов для их редактирования. Поэтому что нужно сделать вам для этого? Нужно зайти в проводник, выбрать вид, параметры, опять же вкладку «Вид», найти
информацию «Скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов», и у вас будет этот чекбокс выбран. Вам нужно снять этот чекбоксик и сохранить. Тогда вы сможете редактировать непосредственно расширение. Это очень удобно, когда нам нужно создавать, к примеру, какие-то тестовые данные, либо же наши файлы с определенным расширением, чтобы не прибегать к использованию каких-то различных дополнительных тулзов, можно использовать и встроенные в Windows возможности. И давайте назовем его data, то есть наши данные, и изменим наше расширение на CSV. Появится предупреждение о переименовании. Да, мы соглашаемся. Так как у меня уже был создан один файлик, то присвоила цифру 2, но мы изменим это опять на дату CSV. Так, теперь мы можем открыть этот наш экселевский файл. И здесь мы должны назвать столбцы именами тех переменных, которые мы будем использовать в Postman. То есть это будет e-mail и наш пароль. Так и называем. E-mail и password. И придумаем какие-то тестовые e-mail. Мы с вами создали 3 значения для каждой из этих переменных. Для e-mail и для пароля. Сохраняем наш файл. Мы возвращаемся в наш Postman и запускаем нашу коллекцию. О запуске коллекции и вообще, что это такое, мы с вами говорили на предыдущих занятиях, поэтому я не считаю нужным еще раз об этом напоминать. Давайте еще раз убедимся, что у нас здесь все сохранено. Да, действительно, все сохранено, чтобы не было в дальнейшем ошибок. И теперь, так как у нас нет какого-то вида специфичного окружения, мы его не устанавливаем. Мы хотим один раз запустить наш тест, нашу тестовую коллекцию. Никаких задержек нам не нужно. И здесь нас будет интересовать именно поле Data, куда мы и будем добавлять наш CSV файл с нашими данными. Так, здесь убеждаемся, что у нас выбран Data File Tab text/CSV, и мы можем сделать превью. Для чего это нужно, сейчас вам объясню. То есть, смотрите, сейчас у нас эти две переменные, они никак не разрознены между собой. Нам необходимо изменить структуру нашего CSV файла, потому что там эти переменные и вообще данные будут разделяться запятой. Как это можно сделать? У меня предустановлен такой текстовый редактор, как Notepad++. На самом деле, просто текстовым редактором у меня не поворачивается язык его назвать, потому что здесь включены дополнительные функции, такие как компилятор. То есть, когда мы пишем какой-то код на языке программирования, здесь предустановлено огромное количество подсказок и синтаксиса для различных языков программирования. То есть, компиляторы подсказывают нам, как его правильно, грамотно писать, и автоматически подсказывают те элементы, которые мы должны использовать. Обычно этот инструмент я использую для того, чтобы, например, посмотреть XML-ки какие-то и проредактировать их, либо же просмотреть код, который приходит ко мне. Иногда это полезно. И для того, чтобы нам изменить немножко структуру нашего CSV-шного файла и добавить там запятые, мы должны открыть этот файл с помощью Notepad++. Этот инструмент, кстати, бесплатный, вы можете скачать его на официальном сайте. То есть просто вводите Notepad++ в поисковую строку в Google и ищите его. С скачиванием нет никаких проблем, поэтому показывать вам не буду. Нажимаем, что мы хотим редактировать с помощью Notepad++. И теперь мы добавляем сюда запятые для того, чтобы наш Postman смог скушать этот файл корректно и отобразить те переменные, которые мы хотим использовать правильно. Сохраняем его, заходим в Postman, выбираем нашу коллекцию, раним ее и теперь опять же выбираем наш файл CSV, в котором будут необходимые нам переменные. Так, ищем его, вот он. И теперь, когда мы нажимаем на превью, мы видим, что у нас все хорошо. То есть будут использоваться именно те переменные, которые находятся в соответствующих столбцах. После этого мы нажимаем на Run CSV plus JSON.
И у нас все хорошо прошло. То есть у нас было 3 значения, 3 наших запросика отправилось. И как мы можем просмотреть, что да, действительно отправилось то, что мы хотели в нашем файле, посмотреть на request body. То есть у нас действительно отправились те переменные, которые мы в нем указали. То есть проверим для каждого из этих запросов. Так. Действительно все прошло хорошо. Ввиду того, что мы используем тестовую API-шку, которую нам предоставили, там предустановлены свои настройки, связанные с тем, что должно уйти в теле запроса и вернуться в теле ответа. Так как мы использовали свой e-mail и свой пароль, то нам выдают 400-ю ошибку. В случае, если бы мы использовали какую-то реальную систему, нашу, в которой мы работаем, и отправляли запрос с этими данными, то, конечно же, бы пришел 200-й статус-код об успешном выполнении операции, и тогда все бы прошло хорошо. Но так как, еще раз повторюсь, это тестовая API-шка, поэтому сейчас приходит 400-й статус-код. Поэтому можете на это не обращать внимания. Наша основная задача — научиться использовать файлы CSV для того, чтобы загружать информацию и отправлять ее на сервер. Второй момент, который я хотел бы с вами сегодня разобрать, это использование файлов с форматом JSON, то есть мы непосредственно загружаем уже информацию об этих переменных в JSON формате. Как это делается? Опять же, мы с вами возвращаемся на рабочий стол и создаем новый файл. Давайте опять возьмем txt и назовем его опять data, пусть будет 1, и формат у него будет JSON. Мы можем редактировать его как используя наш Notepad++, так и используя обычный блокнот. Давайте проредактируем его в ++. Для вашего удобства, как проще всего писать файлы в формате JSON? Во-первых, мы должны поставить наши квадратные скобки сначала. И внутри мы будем уже прописывать наш объект. Объект начинается с фигурных скобок и заканчивается, опять же, фигурными скобками. Для того, чтобы делать такие отступы, мы нажимаем просто на клавишу Tab. Это уже будет наш объект. И как мы с вами помним, в объекте в JSON формате у нас должны быть пары ключ-значение, ключ-значение. То есть мы должны теперь оформить наш e-mail и password внутри этого объекта. Как это делается? Мы открываем кавычки, ставим знак равно, чтобы написать наше значение. Так, вот здесь поставился, просто плохо видно. И опять кавычки. И теперь пишем сюда наш e-mail. Опять же какой-нибудь тестовый. К примеру, давайте возьмем test-mail, test.com. Так. И ставим запятую. И пишем наш пароль. Password. Так, и наш какой-нибудь простой пароль. Опять же. Так, это наш первый объект. И давайте создадим еще один тестовый наш объект с нашими переменными. Опять же, это делается, мы после нашего объекта ставим запятую и оформляем следующий наш объект таким же способом. И давайте для чистоты эксперимента вставим наш действительно позитивный кейс, который у нас прописан в нашей тестовой документации. То есть опять скопируем. Зайдем на наш сайт regress.in снова. Выберем тот метод, который мы хотим использовать. И давайте скопируем те данные, которые по умолчанию будут успешно отправлены. И мы получим наш 200-й статус-код. Так. И давайте сюда еще добавим наш пароль pistol. Так. Все, теперь мы сохраняем наш файл.
Здесь нам не нужна запятая после последнего объекта. И давайте попробуем теперь использовать уже файл JSON для того, чтобы запустить нашу коллекцию с нашими запросами. Делается это аналогично, здесь мы ничего не меняем, наши переменные там уже предустановлены. Выбираем Select File, ищем наш файл data1. Так, здесь мы должны выбрать Application.json, смотрим на превью. Как мы с вами видим, есть какая-то ошибка в позиции 17. Давайте проверим, в чем там ошибка. Откроем наш JSON. И что-то я сейчас ее не нахожу. Давайте сделаем по-другому. Мы можем найти какой-нибудь так называемый JSON Beautifier, который нам сразу покажет, где у нас ошибки. Код Beauty, если не ошибаюсь, неплохой ресурс. Да, то есть мы можем сюда скопировать наш JSON-чик. Так. 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 И здесь, видите, у нас есть какая-то ошибка. Да, здесь у нас не равно, извините, я вас запутал. Я не так часто обращаюсь к использованию вообще каких-то файлов с предустановленными переменными, поэтому, извините, могут быть такого рода ошибочки. Но вот этот инструмент помогает нам очень хорошо увидеть все ошибки сразу. Так, давайте заменим здесь. Так, видите, тут тоже ошибки пропали. Видимо, если бы я мог подвести и посмотреть, какие там ошибки, то тоже бы показала система, что есть ошибки внутри нашего JSON формата. Как видите, никто не идеальный, у меня тоже бывают ошибки и срабатывает человеческий фактор. Так, сохранили наш файл, попробуем снова его добавить в нашу коллекцию. Так, data. Автоматически подтягивается, все хорошо. И как мы с вами видим, все, здесь должно все хорошо сработать. И пробуем отправить наши запросы. Как я уже говорил, так как у нас тестовая API-шка, то те данные, которые нам предоставляет сам ресурс, передаются корректно и появляется 200-й статус-код. Для вот этих двух методов, скажем так, и для двух запросов у нас появляется 400-я ошибка. Но если мы с вами опять нажмем на регистр, откроем Request Body, у нас действительно передается e-mail и пароль, который мы предустановили в файлике JSON. То есть таким образом мы можем массово создавать наши переменные и тестовые данные для того, чтобы воспроизводить их внутри JSON и не делать лишнюю работу для каждого отдельного запроса. Это то, что касается использования CSV и JSON файлов в этом формате для так называемого Data Driving Test. У меня недавно спрашивали в прямом эфире, что это такое. Вот мы сейчас наглядно с вами увидели. Когда мы используем какие-то данные, которые включены внутрь другого файла, и этот файл помогает нам соптимизировать нашу работу. Вот это и есть Data Driven Testing. То есть тестирование, которое управляется данными. Надеюсь, что теперь у вас немножко в голове отложилось, что это такое. И еще такой момент, который я хотел с вами рассмотреть, чтобы не переносить это на следующий урок, это как мы можем использовать Postman для тестирования SOAP протокола в SDL, XML, вот это вот все в таком русле. Как это можно сделать? Давайте с вами для начала создадим еще одну новую коллекцию, которую мы так и назовем SOAP. Эта коллекция у нас создана, мы можем закрыть наш пост-запрос. И для начала нам нужно найти какую-нибудь тестовую SDL для нашей работы. Я оставлю ссылку вот на этот сайтик небольшой, где есть информация, где мы можем вообще найти такие тестовые SDL. Также здесь есть уроки по SOAP UI, то есть если вам интересно прокачать себя еще и внутри этого инструмента, вы можете пройтись и проделать те задания и проверить ту информацию, которая содержится на этом ресурсе. И давайте какую-нибудь возьмем SDL, к примеру, с странами. Мы с вами создали новую коллекцию, и теперь мы должны создать новый запрос внутри этой коллекции. Как это можно сделать? То есть, как обычно, создаем наш запросик, выбираем обязательно
метод post для этой тестовой нашей VSDL-ки и копируем URL из адресной строки. Так, это мы с вами скопировали. И теперь мы должны перейти во вкладку Body, выбрать наш уже любимый row, то есть сырой такой формат, выбрать XML. И что нам нужно проверить? Опять же, в хедерах должно появиться content type XML. Но так как у нас оно почему-то не появилось самостоятельно, давайте мы это сделаем сами. Мы должны сюда добавить text XML. Так, text XML. Все, у нас теперь все правильно настроено. И в наш body мы должны добавить непосредственно тот метод, который нас будет интересовать. Если вы вспомните, когда мы работали с вами в инструменте SAP UI, то есть там автоматически VSDL-ка перерабатывалась в удобном виде для того, чтобы мы сразу увидели те методы, которые мы можем использовать в нашей работе. Например, метод для регистрации, метод для просмотра списка юзеров, еще какой-нибудь метод. Как это можно сделать, не прибегая к установке SAP UI, это установить дополнительное расширение для нашего Chrome. Одно из таких расширений это Whistler. То есть мы с вами находим его в магазине Chrome, устанавливаем, конечно же. И это расширение у нас установилось. Мы переходим на страницу с веб-сервисами, включаем это расширение на этой странице. Давайте обновим эту страничку. И теперь, когда мы с вами открываем его, то появляются все возможные методы, которые мы можем использовать в нашей работе. Давайте посмотрим самый первый, то есть узнать столицу нашей страны. Копируем нашу XML-ку для нашей работы, для того, чтобы запустить этот метод. Вставляем ее непосредственно в наше тело, так как мы не забываем, что у нас метод post и должно быть тело запроса. И, как мы с вами помним, мы должны ставить сюда какое-то значение. Давайте попробуем узнать столицу для Беларуси. Так, отправляем этот запрос. И все проходит успешно, то есть столица нашего государства, которое мы сюда вводим, Беларуси, это Минск. И вот таким образом мы с вами можем отправлять непосредственно запросы для тестирования SAP. Если у нас есть какая-то VSDL-ка, мы предустанавливаем непосредственно наш плагин, дополнительные расширения для Chrome, и с помощью него можем просматривать те методы, которые у нас прописаны в нашем файле VSDL, не прибегая к дополнительной установке инструмента SAP UI и не разбираясь в нем дополнительно. Все можно делать в Postman. Это все, что я хотел вам рассказать сегодня. Надеюсь, что данное занятие показалось вам полезным. Если же да, то обязательно ставьте свой большой и жирный лайк, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, если что-то осталось непонятным после данного занятия. Подписывайтесь на этот канал, если вы здесь впервые, и следите за обновлениями. Дальше будет только интереснее. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Так как эта неделя началась с видео, посвященному сниферам, а именно Чарльзу, мы научились его настраивать и устанавливать, то сегодня я хотел бы обратить ваше внимание, как можно подобные функции использовать уже внутри нашего Postman, однако с некоторыми ограничениями, но все же позволяющими нам упростить немножко работу по составлению наших тестовых кейсов внутри этого инструмента. Поэтому давайте не будем откладывать в долгий ящик и начнем. Для начала нам необходимо перейти на официальный сайт Postman. Вы его уже все прекрасно знаете. По традиции я оставлю все ссылки в описании к этому видео, чтобы вы могли без проблем их найти. И нам необходимо будет перейти в наш любимый обучающий центр и непосредственно обратиться к документации. Как мы с вами помним, у Postman хорошая и понятная документация, которая позволяет нам достаточно быстро сообразить, как работать в этом инструменте, иногда даже просто не читая, что написано внутри этой доки, а просто смотря на картинки. Нас будет интересовать
блок, посвященный отправке запросов. И здесь будет такая информация по захвату данных с наших запросов. Мы открываем данный блок и выбираем захват HTTP реквестов. И вот наше первое ограничение, которое, в принципе, и основное для данного инструмента. Мы можем захватывать только HTTP запросы, то есть зашифрованные запросы, так как мы это можем делать внутри инструмента Charles либо Fiddler, в инструменте Postman мы делать не можем. Как настроить это? Можно, конечно, изучить все, что здесь написано. В принципе, я советую вам это сделать. По картинкам будет понятно, как нам это настроить. Но я покажу вам на примере, как это можно сделать, чтобы вы наглядно увидели, как осуществить эту настройку. Для начала нам необходимо открыть наш Postman. Он у нас открыт. И здесь есть такая кнопка, как захват наших запросов и cookies с помощью Postman. И нам необходимо, то есть у вас по умолчанию это будет отключено, выбрать Toggle On. И как мы с вами видим, прокси-сервер у нас уже подключен. Если вы подзабыли, что это, то вы можете перейти к моему видео, посвященному сниферам, самому первому и единственному пока на данный момент, и узнать, что такое прокси-сервер. Как мы с вами видим, здесь сразу указан на порт. И в отличие от инструмента Charles, нам необходимо еще осуществить настройку на нашем компьютере, чтобы непосредственно запросы обращались к этому порту. Как это делается? Мы заходим в наш браузер, в настройки, и здесь пишем прокси. Можно это, конечно, делать даже не через браузер, потому что сейчас на современных компьютерах внутри браузера сразу можно перейти к настройкам в нашем компьютере. То есть мы можем, в принципе, если здесь напишем тоже прокси, то здесь у нас появятся параметры прокси-сервера. Мы в них зайдем и тоже можем их изменить. Здесь нам необходимо найти настройки прокси-сервера вручную и тоже включить этот тогл. По умолчанию у вас будут пустые эти два филдика, два поля. Здесь вы пишете адрес localhost и порт, опять же, 4 пятерки. Сохраняете. И теперь, когда мы будем обращаться к ресурсам, к веб-приложениям с использованием HTTP протокола, то вся эта информация будет автоматически показываться в history внутри нашего Postman. Давайте проверим. То есть всем нам известный ресурс usersbugred.ru, с которым мы с вами познакомились на втором занятии, посвященному тестированию веб-сервисов. Если вы подзабыли, что это за ресурс и вообще, что это за такой курс, как тестирование API у Ольги Назиной, то милости прошу к видео. Ссылка на него сейчас появится вверху. И, в принципе, для нашего занятия сегодняшнего мы попытаемся использовать именно его, потому что здесь используется как раз-таки HTTP протокол, и данный обучающий ресурс нам подходит. То есть пока у нас здесь ничего не появилось, так как у меня уже была открыта эта вкладка ранее, но если мы обновим и перейдем опять в нашу history внутри Postman, то, как мы с вами видим, здесь отображаются наши запросы. Когда мы их открываем, опять же, мы можем видоизменять их, либо же сохранять с каким-то изменением для того, чтобы в дальнейшем использовать уже предустановленные данные внутри этого запроса для наших тестов. То есть здесь уже будут прописаны наши хедеры, к примеру. Здесь не показательный, к сожалению, наш запрос. Это просто обращение к главной странице. Но если мы, к примеру, давайте зарегистрируемся для начала на данном ресурсе. Как это делается? У нас есть метод, о котором мы с вами говорили, это doRegister. То есть, опять же, на самом этом сайте есть ссылка на полную документацию по API, мы на нее нажимаем и переходим в Confluence. Так как сейчас у нас включен прокси именно на Postman и обрабатываются только HTTP наши запросики, то для того, чтобы обрабатывались HTTPS, нам необходимо временно его отключить. Для этого мы опять переходим в нашу вкладку. Мы его отключили, и теперь, если мы обновим наш Confluence, то все пройдет хорошо, и наша страничка обновится. Опять включим наш прокси-сервер. И наш метод doRegister, что нам нужно сделать, вспоминаем. Мы копируем наш базовый URL с endpoint. Не забываем, что это метод post. Здесь уже я выбрал его. Так, doRegister.
Переходим в Body, выбираем Row, вам это уже всем должно быть знакомо, если нет, то начинайте смотреть курс по Postman с самого начала. Выбираем JSON, листаем до примера вызова REST.json, копируем наш body запросика, здесь придумываем какой-нибудь новый mail, видите, такой, имя, Артем Live, к примеру, и пароль оставим таким же. Отправляем наш запрос, все проходит хорошо, и наш пользователь зарегистрировался. Как мы с вами видим, здесь также отображается информация в истории о том, что мы отправили вот эти вот запросы, пост, для того, чтобы зарегистрироваться. И теперь давайте войдем в нашу систему с этими данными. То есть просто переходим на Users. Я тут уже предварительно создавал, давайте заново. Зайдем под новым пользователем, копируем наш mail. Так. И наш пароль можно было, в принципе, не копировать, он не такой сложный. Так, и нажимаем авторизоваться. Все проходит хорошо, мы залогинились в систему. И смотрите, теперь мы находим именно информацию с логином пост. И здесь уже в теле нашего запроса хранится информация о логине в систему, то есть наш логин непосредственно, это наш mail, и пароль. И теперь мы можем, к примеру, сохранить этот запрос, создать новую коллекцию. Так, мы создали новую коллекцию. И его видоизменить так, как нам необходимо. То есть добавить какую-то информацию дополнительную, сохранить его и использовать уже в тестовых целях. И так мы можем проделывать всю эту работу для остальных запросов, чтобы упростить наше создание тестовых кейсов. То есть для любого метода мы можем это проделать, сохранить. И также, если мы, к примеру, не имеем на руках какую-то тестовую документацию, а у нас есть сайт, где именно используется протокол HTTP, не HTTPS, то мы можем также быстренько выловить все хедеры, к примеру, которые нам нужны служебные, чтобы ручками это не вводить. Также, если мы отправляем какие-то данные, то у нас в боди сохраняются также эти данные, и опять же это упрощает и оптимизирует нашу работу по составлению наших тестовых кейсов. Давайте отключим наш теперь прокси, чтобы он нам не мешал, и мы могли спокойно работать с сайтами с HTTPS протоколом. И еще хотел вам рассказать, что также внутри документации Postman есть еще информация о таком инструменте, как Interceptor. Это, по сути, расширение для нашего Chrome, которое используется непосредственно в связке с нашим Postman. То есть мы можем его установить, добавить в наш Chrome. Так. И далее мы переходим в наш Postman. Опять выбираем вот эту вот кнопку, вкладку Interceptor, включаем его, и нам необходимо установить вот этот мост, который позволяет нам работать Postman вместе с расширением, которое у нас установлено в Chrome. И как мы с вами видим, теперь у нас все подключено как в расширении, которое у нас есть в Chrome, так и непосредственно в Postman, который у нас установлен на компьютере. И чем хорошо это расширение, что мы можем уже непосредственно без дополнительных подключений к нашему прокси, к порту, который нас интересует, делать это уже в самом браузере. То есть, к примеру, если мы с вами сейчас выйдем с нашего users Backrad, очистим для чистоты эксперимента нашу историю внутри Postman, попробуем снова залогиниться. То теперь мы можем непосредственно опять же увидеть те же самые запросы,
которые были бы в случае того, когда мы подключались к порту 5555 и делали это чисто в Postman. И опять же, здесь мы можем сохранять наши запросы, видоизменять их так, как нам нужно для тестовых целей. И большой разницы нет. Используем мы сам Postman, либо же используем дополнительный экстеншн, дополнительное расширение. Кстати, это расширение позволяет также захватывать уже и HTTPS запросы. То есть ради интереса давайте зайдем на какой-нибудь ресурс типа Яндекса. Так. Как мы с вами видим, все запросы по Яндексу у нас отображаются также здесь, как и куки. И давайте попробуем ввести какие-нибудь данные для логина в систему. Посмотрим, что произойдет. Наши данные отправились, как мы видим. Логин, к примеру, тут есть, который мы ввели. И какие-то дополнительные значения внутри нашего тела запроса. Поэтому также это можно использовать для того, чтобы оптимизировать и упростить нашу работу с подготовкой тестов внутри Postman. Пожалуй, на этом я хотел бы закончить сегодняшний наш урок. Надеюсь, что он был для вас полезным. Если да, то не пожалейте, пожалуйста, лайка, комментария и подписки, если вы впервые на этом канале, потому что дальше будет еще много полезного контента для начинающих тестировщиков и для людей, которые уже работают в тестировании давно. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!